Я же на земле учу детей. Каждый день. Много. Это ведь ответственность огромная. Это власть. У тебя появляется очень большие охваты. Ты везде уже ферзь теперь такой, понимаешь? Я превратил эту жизнь для себя в такую, для своих близких, для своей жены. Предприниматель — это человек, который живет, на самом деле, тяжелой жизнью. Что выгорели, да? С выгорания не существует никакого. Возьмем другое слово. Изнасилование нервной системы. Конечно, тебя щелкает, и твоя нервная система центрально говорит тебе: ты чем? Актив. Отвали, а. Почему вообще такое желание все делегировать? Ну, если ты делегируешь абсолютно все, то у тебя останется исключительно работа. Мы поговорили не про меня, братан, а про тебя. Может, про тебя или про вас, про всех. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Фомин Кирилл, вы находитесь на моем подкасте. Сегодня в гостях у меня Максим Коваль. Максим предприниматель, у него своя онлайн-школа Школково. И при этом интересный момент, который мне сегодня как раз хочется раскрыть, социального вектора, потому что у Максима есть еще позиция в своей же онлайн-школе, это преподаватель математики. Мне интересно было бы рассмотреть это со стороны его видения, стратегии, да и вообще жизненной миссии. Хотел бы пообщаться, обсудить эту тему и затронуть какие-то личные моменты, которые мы сегодня обязательно обсудим. Помимо этого, в компании Максима трудятся сотни людей, поэтому было бы интересно узнать про предпринимательский путь и в целом, какие жизненные принципы позволяют ему формировать ту реальность, которая существует. Привет, Максим. С днем рождения. Спасибо огромное. У меня сегодня день рождения, я прилетел в Сочи еще для того, чтобы записать наш подкаст, поэтому приятного вам просмотра, буду рад комментариям и обратной связи. Мне на самом деле интересно разогнать тему того, как привлекать внимание молодежи к образованию, потому что, наверное, в возрасте от 13-17 лет это не самая приоритетная задача по обучению себя, то есть там знакомства, друзья, игры, огромное количество приоритетов. И даже себя, если вот ретроспективно вспоминать, у меня не было такого жгучего желания к образованию, и огромных усилий требовалось моим преподавателям, чтобы вот вызвать во мне вот это желание и трепет. Как вы подходите к тому, чтобы мотивировать вообще ребят заниматься этим? Как даете показать им, что это важно и ценно? На «вы»? Со мной на «ты», мне будет комфортно на «вы», но, возможно, в процессе я перейду на «ты». Да, просто нас, чтобы потом не обвинили, что кто-то случайно переключился, а то такое как-то раз было. Все, мы договорились. Все. Смотри, тут вопрос, кого мотивировать. То есть аудитория, она все равно уже разбита. Вот на самом деле вот мы работаем... Короче, понимаешь, такой прямой мотивации, что ты что-то сделал, человек увидел и сказал: о, типа, я буду, все, вот это вот не хочу, вот я буду заниматься вот этим. Значит, вот так по щелчку. Это работает крайне редко. Надо четко понимать, что мы же в онлайн-образовании работаем, и все-таки, чтобы человек пришел вот к тебе в онлайн-образование, он должен совершить много целевых действий. Угу. Ну, представляешь, да? То есть он увидел уже, заинтересовался, подошел к родителю, попросил денежку на курсы. Это фантастическое целевое действие. Но обычно, кстати, это работает хорошо, потому что родитель в этом случае, если у него финансы позволяют, он такой: о. То есть, понимаешь, да, почему, На образование. Почему хорошо работает через непосредственно учеников, да? Потому что родитель, он сам, вот он, ну, конечно, да, то есть, ты понимаешь, да, что там, на что будут тратить деньги, да, на медицину, на образование, да, ну, конечно. Вот, и человек начинает онлайн заниматься, то есть он совершает кучу целевых действий, представь, да, то есть он нажимает кнопку, он открывает вебинар, он делает домашку, он ее отправляет, он открывает проверку, он думает, ну, он все. Это, на самом деле, уже очень мотивированный человек. Проблема онлайн-образования в том, как, так сказать, смещать его в сторону, ну, вот если градацию мотивации сделать, да, вот совсем не мотивированы это те, кто, ну, вот они приходят в школу, ну, вот кто вообще там ничего не делает. То есть их учитель школьный, у него тяжелая работа, ему приходится работать, понимаешь, да, что проблема класса в том, что он, ну, в среднем говорим, да, не отобранный класс. Он от уровня низкой мотивации до максимальной мотивации. Что делать школьному учителю с этими там 25-30 человек, не очень понятно. Ну, единственный ответ — усреднять. Правильно? Угу. Ну, и, получается, страдают и те, и те. Другие. Да, поэтому нужно тут как раз гибридное образование. Поэтому вот нужно этот вектор как-то смещать в ту сторону. Онлайн-образование пока с этим тяжело справляется. Как мы, что мы делаем? Ну вот смотри, да, то есть я всегда про это говорил. Я, в частности, я пытаюсь показать, как бы это ни звучало, да, то есть кто-то говорит, там, вы создаете, вот недавно меня опять обвинили в очередной раз в этом, вы создаете, как это называется, секту, вот эту вот. А кто обвинил? Взрослые или дети? Не, там, смотри, есть паблик,
называется «Пацаны с Авеню Школково». Классные ребята, вот они порадуются, что, так сказать, их упомянули. Это просто паблик, причем, еще раз, не я там что-то делаю, эти мемы и так далее. Это паблик, у него есть админ. Ребята сами с вебинаров присылают разные мемчики, нарезки и так далее. И эти мемы выкладываются. Ну и кто-то в комментариях в очередной раз обвинил в том, что админам платят деньги за создание культа личности меня. Эндрю Тейт. Да, то есть слушайте, я никого не заставляю делать эти нарезки. Тут надо четко понимать, что если их не хотели бы делать, и не присылали бы люди сами эти прикольные моменты с вебинаров, то они бы этого не делали. И это в любом случае нужно. Никто не будет иначе тебя воспринимать. Надо четко понимать. Ну вот смотри, ты смотришь на кого-то там преподавателя, ты пошел заниматься к нему, да? Понятно, что если ты уже состоявшийся человек, то тебе не обязательно хотеть быть таким, как он. Ты, может быть, какие-то качества захочешь от него перенять. Ну, условно, да, допустим, я пошел, вот у меня был там тренер по боксу. Мне не надо ничего оценивать, кроме его профессионализма, как он меня тренирует, какого-то человеческого общения, да, понятно, что я узнавал, да, что мне приятно было узнавать, что он еще какие-то соревнования организует, сам выступает, у него какие-то есть успехи. Здорово. Круто, да? Хотел бы я быть как он, следовать его пути в каком-то смысле, да? Наверное, нет, потому что, я уже такой, какой я есть, правильно? Вот. Но ребята же, когда молодые еще, они еще там профессию не получили, которые 10, 11, 9 класс, да, наверное, им бы хотелось в своем преподавателе видеть что-то, да, что они могут на себя спроецировать. Не обязательно прям стать таким же. Угу. Не знаю, начать заниматься спортом, да, или начать играть на гитаре. Такая ролевая модель отчасти. Да, что-то еще. Это же интересней. То есть абсолютно точно с точки зрения мотивации здесь работает это привлекательность тебя как личности. Это просто должно быть. А другое дело, как ты этого достигаешь. Это тоже отдельный момент. Но на самом деле для большой аудитории работает и первый способ, и второй. Первый способ. Ты просто такой, какой ты есть. Тебе повезло. Вот ты такой, какой ты есть, и ты заходишь. Кому-то заходишь, кому-то нет. То есть это нормально. У меня куча хейтеров. Кто-то меня просто ненавидит за то, какой я есть. Ладно, ок. Но многим нравится то, что я делаю, в смысле, как личность, наверное, да, то есть этими подкастами. У меня есть там свой канал, где я выкладываю какие-то свои поездки, что-то еще, то есть я себя стараюсь немножко раскрывать, причем, опять-таки, я этого не делал несколько лет, а меня просили несколько лет это делать, регулярно, постоянно. Им, естественно, это интересно. Второй способ, первый, ты просто такой, тебе это просто делать. Второй, осознаешь необходимость быть каким-то, но ты понимаешь, что то, какой ты на самом деле, в смысле, не плохой, не хороший, просто ты не очень интересен. Не в смысле, как преподаватель, понял, да? Просто ярче раскрыть свою сторону, которая импонирует большему количеству. И тебе в этом случае приходится придумывать для себя какую-то роль. Это немножко палится, хотя, многие и так это съедают. Но просто понятно, что быть кем-то, да, и играть роль, да, это немножко разные вещи на самом деле. Просто одно тяжелее, а другое проще. И, соответственно, влияние разное. То есть мы там развернуто обсудили один из способов мотивации, да, привлекать внимание как личность, но тут еще тоже важный момент. Нельзя разделять. То есть можно привлечь внимание как личность каким-то хайпом, а в итоге оказаться пустым пирожком просто, да, то есть пустышкой. То есть по факту у тебя нет ни продукта, ничего. Тогда для чего все это было сделано? Хайп ради хайпа? Кажется, что не самая веселая история. Она просто не нужна, она просто неинтересна. Угу. Естественно, можно таким образом привлекать внимание, соответственно, обманывать человека в некотором смысле. Я люблю обманывать детей, это очень хорошо. И потом кормить их, понимаешь, ложечку одного вкусного, и потом большую ложку чего-то невкусного в виде какого-то образования. И человек начинает смотреть и думать, прикольно же, чувак, он препод. Угу. Реально. Да, понимаешь, и тут еще очень важно. Я же преподаватель, я руководитель школы и преподаватель. Мог бы быть просто руководителем школы бизнесмен. А все просто говорили бы, это бизнесмен, короче. Да, у него хорошая школа, продукт, это бизнесмен. Но нет, я же на земле учу детей. Каждый день, много. И это важно. То есть я могу говорить, что я преподаватель. Человек смотрит, говорит, а ведь человек занимается математикой, смотрите, он это, вот и хорошо живет. Занимайся математикой. Да, ништяк, здорово. То есть
в этом смысле это важно. Как смотивировать тоже заниматься каким-то образованием, самообразовываться, есть еще другие способы. Ну, знаешь, такая уже долгосрочная, большая, масштабная работа. Заходить на аудиторию 4, 5, 6 класса, им начинать показывать в какой-то момент то, что мы сейчас делаем по всей России, что математика может быть немножко интересной, да, в какие-то регионы, где не хватает школьных учителей. Потихонечку оттуда заходить. Там это вообще очень хорошо воспринимается. То есть, когда интересны какие-то логические задачки, там, вот эти 5-6-классники, они начинают кайфовать. О, ничего себе, а нас тут заставляют что-то это все считать вот это вот какие-то алгоритмы. Типа, а тут прикольно. Нормально заходит. У него хотя бы мысль какая-то в голове появляется, что ага, это может быть прикольно. Пусть он сейчас перестанет, он потом к этому когда-то вернется. То есть, по-разному можно это делать. Можно делать в короткой перспективе, можно делать в долгосрочной. Но я думаю, что еще у преподавателя недостаточно уровня, я для себя так момент это сформулировал, что понимание психологии ребенка, потому что вот этот момент, когда действительно выявить интерес, завлечь тем, что ему актуально интересно, то есть вот даже мемы и все остальное, это же не подрывает тебя авторитет как учителя, потому что ты априори знаешь больше, чем он в этом предмете. Но при этом важно понимать вот эти моменты, чтобы с ними, ну вот как с ложечки кормить, да, взаимодействовать, понимать вообще. Насколько вообще для вас важна психология понимания ребенка, и понимаете ли вы ее, или это просто интуитивное какое-то представление того, как это делать? Ну, слушай, это максимально важно, ну, потому что в противном случае, а как ты будешь, так сказать, ну, если ты не понимаешь? Ну, ты понимаешь математику. Нет, ты понимаешь математику, но ты можешь даже не понимать, чего человек не понимает в этой математике, да? То есть как у него вообще взгляд устроен на этот учебный процесс. Нет, естественно, ты должен его понимать. Получается ли у меня это? Ну, это я думаю, что другие могут оценить. Наверное, получается. По совокупности того, что происходит, я вижу, что, наверное, получается. Можно оставаться просто тоже ребенком в некотором смысле. То есть понимать, дурачиться, и это нормально. Я от этого как бы кайфую. То есть, и причем моя аудитория мне это дает и позволяет делать. Чтобы не стать просто... Заложником другого образа какого-то. Ну, таким просто, да, взрослым дяденькой, серьезным, преисполненным одиночества и сожаления, да, в этом суровом мире. И... Без собак. Да, там, без собак, без веселья, без всего детского, без баловства. В общем и целом, ну, все хотят когда-то побаловаться. Должна быть грань, баланс должен быть, безусловно. Но вот эта психология, конечно, она нужна. Но на самом деле, еще раз, понимаешь, мне просто это делать. Нужно быть просто искренним. Потому что ты должен... Вот ты там рассказываешь простую вещь для тебя. Ну, представь, сколько раз я эту вещь рассказал. Да. Я могу просто сказать, ну, вот так, вот так и вот так, потому что вот так. А можно посмотреть и вот так, и это же чудо. И ребенок сам смотрит, думает, реально? То есть и вот это в одной точке пересекается, думает, как? И ты сам рассказываешь это так, как будто ты в первый раз это увидел. Нужно вспоминать свои ощущения, что ты чувствовал тогда, когда сам в первый раз это узнал. Что можно так. И это будет передаваться. Причем тебе нужно делать еще и через камеру. Понимаешь? И тогда человек тебе поверит. Ты его в некотором смысле обманул, но не для чего-то плохого. Да? Ты разыграл эту сценку. Для тебя, может быть, это уже и неинтересно. Но если круто, если ты действительно смог вспомнить те ощущения, когда ты сам впервые сделал то, что сейчас делают они. И это передается. И даже через камеру это классно. Это важно для восприятия вообще. А у меня есть такой момент про ответственность. Я думаю, что социальную миссию и прочие моменты, социальные проекты мы чуть позже затронем, но мне интересно вот именно про ответственность, потому что вы очень интересную тему затронули, в рамках которой отметили то, что есть огромное количество людей, уже тысячи, они молодого поколения, они очень восприимчивы, хотят, возможно, их подростковый бум говорит о том, что они не такие, они уже все поняли и так далее. Но так или иначе их психика достаточно мягка еще и восприимчива. И мне хочется понять, понимаете ли вы ответственность того, как вы с ними взаимодействуете, понимая, я адекватно воспринимаю то, что учите математике, со всем желанием и добротой того, как вы это хотите, да, но, возможно, какие-то моменты для них отложатся, например, плохо, там, пагубно как-то повлияют, да, они же принесут это через всю жизнь, понимаете ли это ответственность, потому что у меня вот интересная история, у меня бабушка была в Артеке вожатой пионерлагеря, и так получилось, что она была ей достаточно долго, и прошло через нее несколько десятков, ну, почти к 10 тысячам людей. То есть она оттуда уехала в другой лагерь, ну, то есть у меня цепочка началась. И вот мы с ней идем как-то по городу, в маленьком нашем родном, и раз поздоровались, два поздоровались, три поздоровались, четыре поздоровались, потом уже дети детей здороваются, то есть это прям огромная цепочка, вот прям вот разветвленная получилась. И я понимаю, что какие-то моменты, которые она транслировала им, они потом пронесли с пониманием того, что, о, этот человек классный, я ему доверяю,
окей, возможно, я этого пока не понимаю, но доверяю, несу все через свою жизнь, они несут через своим детям и так далее. И вот эта цепочка, этот маятник от авторитета и лидера мнений, которым на текущий момент, возможно, вы являетесь даже больше, чем родитель, как мне кажется, в таком возрасте, возможно. Такое бывает. Это ведь ответственность огромная. Как вы ее ощущаете? Утягощается ли она с добавлением новых студентов, либо вы научились с ней как-то работать? Вот как в этот момент? Про ответственность. Я как-то про это уже говорил. Значит, это проблема. Эта проблема вообще фантастическая. И для многих просто нерешаемая. Для многих преподавателей, детей или родителей? Для преподавателей. Но это же исходит от преподавателя. Вот. Она решаема только в том случае, если ты вообще раз и навсегда сам с собой договорился, что ты занимаешься только предметом. И только им. И все. И никакого личного вообще ничего. Но так не бывает. И мы обсудили в начале еще почему, в том числе. Значит, это мы убираем. Это невозможно. Все. А тогда, где гарантии? Где гарантии, что ты завтра не окажешься в плену своих совершенно других представлений, что ты не изменишься и не начнешь транслировать то, за что потом не сможешь ответить. Угу. Понимаешь, как бы благо в онлайн-образовании все публично, в общем и целом кто-то тебе все-таки может прийти и сказать: слушай, ты, походу, что-то не то говоришь. Что-то путаешь. Да, братан. Секту делаешь. Да, секта, это бог с ним, это всегда можно сказать. Понимаешь? Ну, это такое бредовое обвинение, да, то, что у тебя есть поклонники какие-то и так далее, да, ну, ничего в этом такого нет. Да, но кто-то тебе должен прийти и иметь возможность сказать: смотри, там родители, жена, да, у меня это могут сделать, да, там мои какие-то друзья. Здесь что-то не так, подумай над этим, да. Но если у тебя крайняя степень, ты можешь и этого не послушать. В чем здесь проблема? Смотри. Дело в том, что ты вот учишь детей, у тебя появляются очень большие охваты. Да. У тебя еще появляются деньги. Да, в случае, если у тебя большая школа, ты успешен в этом направлении. Ты как вахтер, это вот в общежитии были вот, коменданты, вахтеры, вот, они получили в определенный момент власть писать акты на жителей общежития, которые нарушают порядок. И потом за эти акты, когда сколько-то накопилось, они передавались в учебную часть, и людей могли отчислить. Угу. Это власть? Да. Это власть. То есть вот эта власть, она тут местечковая, она есть. И люди начинают этой властью с ней перебарщивать. Понимаешь, в чем дело? Тяжело. Тебе дали, по сути, принимать какое-то решение, да? Управленческое. На кого писать, на кого не писать, с кем вась-вась, как бы, с кем вот так. Так вот, ты, когда становишься успешным в этом направлении, у тебя есть вот эта аудитория, ты становишься богатым, она тебя слушает, ты сам меняешься. И очень большая проблема есть у людей, это касательно любой такой области, где ты как бы король такой, да, как бы крутой, все классно, ты это начинаешь почему-то доставать и транслировать на всю свою жизнь вовне. Вести себя так же в других местах, не знаю, где-то в магазинах там. Ты понял, про что я говорю? Здесь не поверил в себя. В ресторанах там и так далее. То есть ты везде уже ферзь теперь такой, понимаешь? Братан, ты не везде ферзь, поверь мне. Ты хорошо делаешь свое дело. И это проблема. И у многих, короче, я к чему? У многих от этого крышу срывает. Реально. Они начинают верить в себя. У них в какой-то момент планка дозволенного смещается. У них меняется свое представление о самом себе. И вот как с этим бороться? Это на самом деле серьезная проблема. То есть это вот аудитория должна быть такая. Аудитория должна взрослеть, быть более подготовленной и критически мыслить и понимать, когда им впаривают лажу, да, а когда нет. Но дело в том, что если уже у тебя есть авторитет, да, перед ними, то, скорее всего, они это съедят. Как это контролировать? Это тяжелая штука. Нужно вот учить, стараться транслировать что-то хорошее, но опять-таки, да, ты скажешь, а кто определяет, хорошее или плохое, да? Я стараюсь как-то показывать то, что я делал, спорт, да, там, вот, в том числе, да, и ты не должен стать плохим человеком. В этом смысле, как-то. Это реально самая большая проблема. Ну, мы с этим постоянно же сталкиваемся, да, то есть, да, интернет и вот текущее его развитие позволяет просто брать и транслировать на кучу людей просто то, что тебе кажется правильным, и все. И ты такой: а я считаю, что вот так, и в чем ты не прав? Ну, типа, окей, я считаю, что так.
Очень много кто хочет просто высказываться. Тут видите, какой интересный момент в том, что сейчас, когда рассказывали эту тему, у меня появилась мысль о том, что насколько рынок нерегулируемый. Но в рамках того, что я сам являюсь представителем рынка онлайн-образования, и даже сама лицензия и прочие моменты, они не дают защиту на то, что транслируется действительно верная, правильная Вообще вещь. никакой сейчас. Вот. И в рамках этого мне интересно, какие моменты бы в регулировании онлайн-образования вам казались бы оптимальными, при этом не закручивающие излишние рамки, не позволяющие уже деятельность вести. Что вы думаете на эту тему? В образовании точно нужно лицензировать, правильно? 100%. 100%. Как саму школу, так и те, кто в ней участвует, ну, типа преподаватели в том числе. Или, допустим, может быть, какой-то другой формат, что, как ты говоришь, чтобы если не закручивать, пусть нелицензированные могут вести образовательную деятельность, там, но, допустим, у них там каких-то нет льготных условий налогов, ну, условно. Ну, понятно, что может дать какие-то преференции тем, кто лицензируем. Но, с другой стороны, это не решает проблему проверки контента, что транслируется в образовании, правильно? Поэтому лучше лицензировать. Лицензировать просто нужно нормально, не форму проверять, кнопочки на сайте и соответствие структуре, где какой документик висит. Пандусы. Вот там. Да, а проверять контент. Но ты же понимаешь, в чем проблема здесь. Сейчас к этому идут. Я обсуждал эту тему в департаментах. К этому идет, но очень медленно. То есть сейчас происходит лицензирование. В какой-то момент должно быть объявлено, что без лицензии нельзя вести деятельность. А потом только внутри лицензируемых будут проводить, так сказать, прополку, да, то есть давайте теперь посмотрим, что у нас среди лицензируемых по контенту-то. И будем их просить исправить, типа, или... Понятно. Ну смотри, проблема в чем? Ты представляешь, какую тонну контента нужно отсмотреть? Во-первых, тонну контента, а во-вторых, я представил, что еще есть... То есть ты лицензируешь, например, какой-то курс, класс, ты в субботу проводишь вебинар, ну, и можешь там практически все транслировать. У меня как раз была мысль про то, что это же огромное количество действительно контента, который даже выходит за рамки того, что уже лицензировано. Вот смотри, в чем вопрос. Вот есть вебинар. Да. Мы что хотим пролицензировать? Качество математического контента? Условно, если это вебинар по математике. Отклонение от нормы в поведении преподавателя, условно, там, я не знаю, что назовем, там, вредные привычки, там, мат, там, не знаю, какие-то там высказывания, да, что хотим пролицензировать? Вот в чем вопрос. В моей голове представление в рамках этого вопроса было понимание того, что как раз разгоняли тему, потому что есть те, кто реально уже прям снесло кукуху условно, и он продолжает это все транслировать. И вот именно в этот момент какой-то орган должен иметь возможность хотя бы контролировать и хотя бы как-то приземлять этого человека, потому что если в вашем окружении есть там, условно, жена, друзья, которые могут об этом сказать, что, слушай, тут вот чуть перебарщиваешь, а если в его окружении этого нет, но у него есть огромный медиа, ресурс, это дает ему деньги, это путь цикличен, то есть еще больше студентов, еще больше денег, еще больше студентов, еще больше денег. И тогда это еще его неадекватность к миру повышает. И он эти мысли транслирует ребятам, как раз, которые не окрепшие еще в каких-то своих неопределенных моментах. И мне, наверное, хотелось бы, чтобы кто-то имел возможность хотя бы это контролировать, и вот какие зоны контроля еще контролировать, вот мне хотелось как раз ваше мнение узнать. И если я про себя, я считаю то, что в онлайн-образовании оно должно градироваться, то есть есть для ребят там до 18 лет, есть после 18 лет. Ну, то есть для меня это две разных группы людей. Да. Те, которые до 18 лет, в кадре не должно быть алкоголя, не должно быть сигарет, не должно быть мата. Это прям как априори, как самая такая базисная тема. То есть можно быть смешным, можно быть харизматичным, можно быть веселым и заводящим без всего этого. Другой, наверное, момент, я считаю то, что преподаватель как таковой должен хотя бы пройти какую-то подготовку педагогическим навыкам. То есть не просто он хороший математик, который может рассказывать, да, а еще тот, кто умеет методологию передавать, чтобы ученик это понял и зафиксировал. И при этом имел возможность этот же преподаватель пройти какую-то подготовку по базовым основам взаимодействия с детьми, чтобы можно было действительно не навредить какой-то психике или еще каким-то моментам. Вот, наверное, да. Вот отсутствие мата, сигареты, алкоголя до 18 лет и прохождение двух таких практик. Это про педагогическое образование, чтобы можно было методологию передать, и это про понимание психологии ребенка. Так, я сразу тогда просто, я обезопашусь, короче, смотри. К нему все вопрос. Я как бы к этому отношения не имею, смотрите, да, человек заявляет, как бы, да, я сразу могу сказать и доказать все, это все. Короче, я за то, что ты первое сказал, да, за какие-то отклонения. Тут вопрос регламентов, кто их будет писать. Это все-таки такое некоторое вмешательство. По методологии не годится на начальном этапе абсолютно точно, пойми, оценить это невозможно.
Иначе дойдет до крайности, да, там, вот я вел сейчас недавно 8-часовой вебинар, да, там, мы 3 задачи решили, раз гантели потягали. Я говорю, ребята, мальчики отжимаются, девочки планку делают, я там гантели на бицепс поднимаю, да. Кто-то потом придет, скажет, что это отклонение, этого не должно быть на вебинаре. А я скажу, я не согласен. Методология усваиваемости, то есть насколько ребята усвоили этот материал. Не оценишь никак. Это ты будешь залазить внутрь уже учебного процесса. Не-не, смотри, вот я за то, чтобы учебный процесс оставьте преподавателя в покое. Вот если он учит предмет, то оставьте его в покое. Вот если он плохо учит, его рассудят его аудитория. Мы не будем его оценивать. Составляющую именно педагогическую не с точки зрения какого-то общения, там, да, психологии, а именно как он преподносит предмет. Вот давайте оставим его в покое. И также касательно школ обычных, тоже оставим там преподавателя в покое. Потому что там тоже на них очень большая, как раз там до этого дошло, большая бюрократическая нагрузка, и человек не может просто думать нормально о том, что ему надо учить детей. На него взвалили примерно все. Вот этой вот бюрократии там выше крыши. Поэтому вот это я бы сказал, нет, пусть учитель занимается своим делом, как он это делает, умеет, типа бог с ним. Да, давайте хотя бы просто посмотрим на вот какие-то отклонения, чтобы не было какой-то откровенной проблемы. Ну, вот. Просто многие сейчас скажут, ребята скажут, да я и сам пойму, дичь он мне впаривает или нет, типа, надо мне это слушать или нет. Кому-то это действительно самим надоедает. Люди приходят, потом говорят, ой, да это надоело уже, да, вот это постоянно, не хочу здесь, не нравится. Вот. Кто-то кайфует от этого, наоборот. То есть, понимаешь, это очень такой сложный вопрос. Это же как бы в некотором смысле, так сказать, лишение суверенитета преподавателя, да, то есть вот он хочет быть такой вот своеобразной единицей, такой вот, да, отдельный, автономный, и говорит, я вот так, это моя методика. То есть ваша позиция в том, что не стоит в рамках онлайн и в том числе вообще общего традиционного образования вмешиваться в обучающий процесс и при этом снять с преподавателей нагрузку, которая не связана с обучающим процессом. Так, типа заполнение журналов. Нет, заполнять журнал надо, просто нужно хотя бы какую-то неразумную бюрократию убрать. Это разные структуры в онлайн-образовании и в школьном, да. В онлайн-образовании нет, контролировать надо. Обязательно это просто нужно прописать нормально эти регламенты. Это должно входить нормально в лицензирование. Это должно быть просто адекватно. Хотя бы, чтобы кто-то этим занимался. Это не значит, что если кто-то там что-то сделал, которое не подходит под регламенты, нужно приходить и его пинать. Нет. Нужно прийти, ну, как бы, определенный там, да, управляющий орган, да, там, и пообщаться на эту тему. Но это должно хотя бы делаться. Влазить в учебный процесс, как устроен курс и так далее, методологически, там, педагогически не надо. Это, мало того, это никто не сможет сделать. Это, понимаешь, какие тонны ресурсов нужно, чтобы это все посмотреть и оценить. Это нужно создавать целую экспертную группу, целый штат, сотни людей. Так и есть. Которые будут сидеть, отсматривать вот так, говорит, так. Тут носу поковырялся. Да, вот здесь, ну, кажется, вот это вот сказал, это можно интерпретировать так. Ага, подпадает, нет, там. Вот, то есть, а вот это вот хорошо, вот это вот плохо, да, там, а вот это в рамках нормы. То есть это все должно быть адекватно очень. Но мне кажется, поэтому к этому и не могут поступиться. То есть все очень хотят к поступиться, но и не могут. Не могут просто потому, что это трудно реализуемо. А с другой стороны, бум онлайн-образования строится на том, что он немножко альтернатива традиционному образованию. То есть люди идут туда как раз потому, что увидели что-то новое, как глоток свежего воздуха. Да. И для ребят, и для студентов, для всех это то же самое. Это как эпидемия, она начнется еще больше, темп роста, так или иначе начнут расти. Не, ну это весело в любом случае. Слушай, я вот как бы придерживаюсь вот по поводу, там, допустим, мата, там, да, что-то еще, вот я придерживаюсь этого, что там я на вебинарах, у меня этого нет. То есть, да, я как бы уже говорил, да, то есть никто ничего не докажет, да, там, я как бы алкоголь не употребляю, матом не ругаюсь, да, там, ничего не нарушаю, да. Все плохое остается со мной условно. Вот, а ребята сами плохому всему научатся. Я всему в своей жизни плохому сам научился. То есть это нормально. Я лучше буду стараться проявлять там что-то лучшее, что есть во мне. Но это моя позиция. У кого-то она может быть другая. Ну и ладно, пусть будет весело, пусть будет такой рынок, и пусть добро борется со злом, а где добро, где зло, решайте сами. Не, я считаю, что как-то контролировать надо, у меня решения нет. Мы как обсудили как-то. Вот я считаю, что точно в учебный процесс лезть не надо. В школах просто нужно вернуть права учителям, в общем и целом. То есть, А сейчас они кого? Ну, родителей. В Москве это 100%. Учителя боятся примерно всего, потому что там хорошая зарплата у школьных учителей в Москве. В регионах она плохая. В Москве она хорошая, очень много бюрократии, и учителя могут выстегнуть просто за все, что угодно. Он должен дежурить на переменах свою смену в коридорах. Ну,
Должен ли учитель это делать? Он учитель. Кажется, что не должен, да? Учитель не может выгнать ученика из класса, потому что тогда ученик останется не под чьим присмотром, типа, не под чьей ответственностью, не дай бог с ним что-то случится. Я говорю это не просто так. Я работал в школе в государственной. Прям, когда уже был проект, я прилично зарабатывал, я работал в госшколе. Вот я говорил, на такси я тратил на дорогу больше, чем мне платили зарплату. У меня было мало часов, у меня зарплата была 25 тысяч рублей. Но еще раз, мы преподавателями Школково пошли работать в школу, чтобы посмотреть, как это выглядит реально. Там жестко. То есть просто меня не трогали, потому что я как бы сразу сказал, так, если вы будете, короче, ко мне лезть, я просто разворачиваюсь и ухожу. Типа мне это вообще не упало. Понимаете, да? Все понятно, они все поняли. И потом, как бы, когда у родителей были какие-то вопросы, родители вот этих вот директора, замдиректора ни во что не ставили вообще, чтобы ты понимал. Мне звонили и говорили, вы не могли бы, Максим Олегович, на собрании... Это при этом платная или бесплатная школа? Самая обычная, без всяких специальных отборов и так далее. Самая обычная. Говорили, не могли бы вот на собрание обязательно прийти, потому что нас иначе просто разнесут родители на собрание, а вот с вами они будут разговаривать. Вы их разнесете. Да, и я приходил на собрание, начинались какие-то вопросы, нападки, что-то я жестко отвечал и объяснял, как оно должно быть устроено. Потому что, типа, я ничем не рискую. Вообще. А они рискуют. Одна жалоба в департамент образования и хлоп, добрый вечер. Ну и о каких правах здесь речь идет? Не, понятно, что сейчас кто-то скажет, что да, есть там офигевшие учителя, там, да, там, и там наоборот, там, школьников обижают. Я это ничего не снимаю. Есть разные ситуации. Но конкретно сейчас эта система, на мой взгляд, работает неправильно. Это перебор, если говорить о школьном образовании. А если вообще рассмотреть, как система должна работать именно традиционного онлайн-образования, не онлайн-образования, а уже просто образования, какие реформы традиционного образования вы бы ввели для того, чтобы этот орган работал максимально эффективно и не приходилось идти к альтернативным, типа онлайн-образованию и прочие моменты? Нет, к альтернативным все равно всегда будут приходить. Потому что, еще раз, у нас есть эта проблема. У нас там в классе 30 человек. Но никто меня никогда не убедит в том, что если это не отобранный класс, мы понимаем, что там разный уровень. Я работал сам, когда репетитором, у меня группы были по 6, по 7 человек. Но это максимум, который ты можешь за 2 часа при своей загрузке именно на предмете математика, когда дал подсказку, человек думает, у тебя есть время, ты пошел, ты вот так работаешь с каждым. Потому что ты не должен сидеть с учеником там все 2 часа, потому что у него должна работа мысли происходить. Твоя задача его правильно доводить до решения задач, да, какой-то. Вот. Это максимум, это крайне сложная работа на опыте фантастическом уже, понимаешь? Как ты в 30 человек будешь это делать? Да, допустим, ты другого формата ведешь занятия на уроке, лекционного, ты просто на доске показываешь, пишешь, да, там, решаешь задачи, да. Но кто-то понял, кто-то не понял. Но ты очень сильно усредняешь. Это как бы большая проблема. Как один из способов решать этот вопрос? Какой есть? Как некоторые учителя решают? Вот нам сбрасывают много фоток и видосов, и учителя благодарности пишут. Мы же для учителей курс бесплатно даем свой. Там несколько тысяч учителей занимаются. Как они это используют? Вот они понимают, у него класс там 30 человек. Ну, пусть этого 20, да? И есть там 5-6 сильных ребят, с которыми учитель по факту не может работать, дальше доводить их там до высоких баллов там, или до олимпиад и так далее. Он работает. Вот с теми, кто средний. Отстающий, средний, отстающий. То есть он все равно ему там приходится усреднять, но уже меньше. Сильным он дает возможность работать, там, допустим, по нашей платформе, смотреть на уроки, вебинары, решать домашки и так далее. То есть это получается в некотором смысле гибридное образование. Сочетание офлайн формата и онлайн формата. Те ребята до этого формата еще не доросли, они не будут открывать вебинар и смотреть, им это не надо. Они не по знаниям не доросли, а по мотивации, по способности воспринимать материал, по способности его усваивать, по желанию учиться, по навыку обучения даже, да? Им нужна нянька, им нужен учитель, который будет с ними. Да. А эти доросли. Дайте им возможность двигаться дальше. Поэтому это все равно будет. В школах, я говорю, надо дать учителю все-таки какую-то свободу, хотя бы немного. А самое главное, нужно, чтобы учителя были. У нас учителя не идут в школы в регионах, потому что зарплаты очень низкие. Но это тоже реформа. То есть поднять зарплату, например. Да, но понимаешь, в чем дело? Тоже поднять зарплаты, а кто будет работать? Откуда они возьмутся? Педагогические вузы сейчас... реформы, они всегда долгосрочные. То есть это не так, что, окей, завтра мы это все модернизируем. То есть да, это по понятно. факту доходит до какой-то критической точки, в которой уже невозможно терпеть, что это стагнация. Соответственно, происходит реформа. Назад хотел бы вернуться про работу учителя.
Потому что это немножко уже звучит как миссия, да, это не просто мне интересно сделать лучше бизнес, для этого я пойду работать преподавателем. Нет, я всех отправлю, сам работаю преподавателем, сам сейчас преподаю. Почему вам это важно в вашей жизни преподавать сейчас самому? Финансовая составляющая, она, естественно, есть. Вот. Но она на каком уровне есть? Сомнительно отношусь, когда люди говорят, ой, мне деньги типа не важны, вообще это все ерунда, да? Вот. Важны, конечно. Деньги это такой как бы инструмент решения вопросов. Они просто упрощают жизнь. Вот и все. Ты просто перестаешь об этом думать, они просто есть, и ты можешь с помощью них решать сначала свои текущие задачи вокруг себя, улучшать свое качество жизни, потом других, а потом решать с помощью них еще глобальные задачи. Уже улучшать что-то, непосредственно как-то улучшать благосостояние общества. И, понятно, да, то есть создавая пользу для себя, создавать пользу для общества еще, к тому же. Тут все понятно с деньгами. То есть мы не будем говорить, что нет, конечно, там все без денег. Там. И без денег я тоже буду преподавать, если придется. Будет, естественно, не так весело и не так классно, это будет тяжелее делать, но потому что просто очевидные первичные потребности будут не удовлетворены. Это понятно. Хотя мы так делали. Да, когда только начинали, естественно, мы были горячими, молодыми. Но мы и сейчас примерно такие же, только уже другие. Немножко у нас это, понимаешь, неадекватность, она немножко поменялась в другую сторону. Угу. Зачем вообще тогда нужно задать вопрос? А зачем вообще тогда преподавать? Зачем вообще тогда учителя? Чтобы что? Глобально. Чтобы у нас поколение было умнее, наверное, да? Чтобы оно мыслило критически. Чтобы оно лучше вот это все воспринимало, анализировало. Мы уже уходим в то, что, опять, то, с чего мы начинали. То есть преподавать, чтобы развивать молодежь, да, чтобы их умы окрепли, еще параллельно преподаватель, он не только предмету учит, какие-то ценности ему привить. И здесь мы опять возвращаемся к первому вопросу. А кто тебе сказал, что ты тот человек, кто это может сделать? То есть если я сейчас скажу, что почему мне это важно, да потому что я хочу выполнить эту миссию, взять на себя эту роль, то есть если мы решим за много лет задачу с тем, что у нас люди захотят, молодые специалисты, идти работать в школы, это будет решение задачи всей моей жизни условно, да, что все, вот мы перезапустим заново этот процесс, и профессия учителя станет одной из самых актуальных, уважаемых, высокооплачиваемых. Естественно, я хочу это сделать. А мне скажут, кто тебе сказал, что это ты можешь сделать? Почему ты такой охеренный? Почему то, что ты будешь проецировать, это классно, круто, это должны воспринимать, это должны слушать, брать с тебя пример и так далее? А я скажу, да никто. А если я буду всех слушать, кто мне говорит, да, что это я должен или не должен? Вот для меня это важно, вот я решил, что я буду это делать. И все, и смиритесь с этим. Смотрите мои вебинары и учитесь. Действительно, для многих стоит вопрос. Вот, например, делается онлайн-школа, в которой добавляются преподаватели, и это инструмент заработка, то есть это бизнес, да? Это в любом случае бизнес. И почему мне интересно было как раз встретиться и записать сегодня подкаст, потому что когда была первая наша встреча, в рамках нашей встречи я услышал про такую некую социальную миссию. И вот как раз эта социальная миссия настолько укоренилась в вас, что она стала частью вашей жизни, в которой вы преподаватель, в которой вы делаете социальные проекты, в которых вы обучаете детей и развиваете свой бизнес так или иначе. Это не просто, это не часть жизни, это все, что другое стало частью всей этой жизни. Понимаешь, в чем дело? Это жопа, это проблема на самом деле, но по-другому не получается. Это не часть той жизни, которая где-то существует, как думают люди. Нет, это все остальное, что осталось и должно быть у нормального человека как основа жизни. У меня стало частью всего вот этого, и я превратил эту жизнь для себя в такую, для своих близких, для своей жены. И это не на самом деле, это жестко. То есть это не прям, это круто, но нужно попытаться и найти баланс в этом. То есть, и детей хотелось бы. У меня нет детей, да. Казалось бы, мне скажут, какие у тебя проблемы? Понимаешь, я же мог бы сейчас перестать преподавать? Меньше работать мог бы стать? Конечно. По деньгам вопрос решен, да, то есть все работает, стабильно развивается, то есть все есть. Но я не могу этого сделать. То есть я сейчас начинаю думать, просто свою голову немножко перестраивать, что высвобождать в ней место для общения с близкими, да, с семьей, с женой, думать про детей, про какие-то
обычные вещи. Попробуйте правильно сформулировать. Короче, когда ты более молод, ты хочешь много работать. Ну, так должно быть. Если нет, то ты мудак. Типа, иди в жопу. Не работай, как бы, а я буду работать, а как бы у меня все будет, у тебя нет. И ты действительно можешь вот этим жить и питаться. Все остальное будет, но, допустим, в пропорции работы 70, этого 30. Это нормально, типа. Тебе по кайфу. А потом, когда у тебя, во-первых, этого может стать вообще 20%, а вот этого работы 80%, то само качество этих 80%, как бы наполненность, времени ты на это тратишь много, мыслей много, но их наполненность, их как бы живость и их реальность, их качество становится настолько плохим из-за отсутствия вот этой реальности другой альтернативной жизни, обычной, понимаешь? А когда это становится чуть больше, а несмотря на то, что работы стало меньше, ее качество стало лучше, оно стало другим. И понимаешь, в чем дело? В зависимости от того, как ты менялся, тебе нужно вот этот баланс, его смещать и жить по-другому. Это сложный управленческий процесс внутри самого себя, внутри своей головы. У тебя же там нет, ты же не можешь себе поставить там топ-менеджера или директора и сказать: смотри, слушай, я немножко поэтому можешь вот здесь последить, чтобы ровно все было, да? То есть у меня реально как бы и были много конфликтов с женой, когда, понимаешь, там я работаю весь день, и там потом раз уже там 12 ночи, и у меня есть такой вот момент, я могу, короче, в 10, в 11, уже, в принципе, такой уставший, но я чувствую неудовлетворенность от того, что я как будто бы не наполнил себя еще решенными вопросами за сегодня. Я чувствую неудовлетворенность, что пока я не все сделал, короче, прям вот, чтобы я смог, вообще красавчик, но все сделал. И я сажусь на телефон, так думаю, так, у меня еще вот эти звонки были, короче, дела висели. Алло, все, и чик-чик-чик-чик, алло, тут чик-чик-чик, и до 2 ночи. И когда я в 2 заканчиваю, я уже все, я мертвый, я никакой, короче, и все. Были по этому поводу вопросы, типа, что давай договоримся, там, 10-11 вечера, хотя бы, там, да. Слушай, я стал это делать, и у меня стало все сразу лучше. То есть, в смысле, типа, я и высыпаться стал лучше. Когда я стал просыпаться, я стал более адекватным человеком. И когда засыпать стал, и я, в принципе, стал более адекватным человеком. Но не всегда получается, как бы, да? Вот, может меня переклинить. Но, в общем, ты понял. Просто люди могут подумать, что мы поговорили просто про меня. Мы поговорили не про меня, братан, а про тебя. Может, про тебя или про вас, про всех мы поговорили. Это можно спроецировать на себя. Это вот, и в учебе, во всем. Но если ты ничего не делаешь, то тебе ничего не надо, как бы. Вот в этом-то и момент, что ваша ролевая модель, как вы себя ведете, в котором вы трудоголик, работаете, и это. Я эту ветку социальной миссии и социальной ответственности отвел. А есть другая ветка про трудоголизм и прочий момент. И тут как раз мне интересный момент в том, что ребята, которые сейчас молодые, я вспоминаю себя, я с утра до ночи смотрел какие-то бизнес-курсы, обучался на разных видосах на Ютубе, ходил в зал, встречался с друзьями, то есть работал на Freelance.ru. Для меня было важно работать, важно видеть вот этих ролевых моделей, которые 24/7, работай, там потом отдохнешь, 35 идешь на пенсию, дорогая машина, мотивация, все вот это создает вокруг такой культ достигаторства, да, который прям интересно смотреть. И когда вы про это говорите, как раз я понимаю то, что молодым ребятам, когда они видят в вас вот этот же образ и преференции этого образа, да, ну не образа, а личности, да, можно так уже, да, потому что образ — это немножко другое. Личности, они складывают это в пазл как, вот это равно вот этому, значит, я все правильно видел, значит, все правильно чувствовал. Но когда становишься старше, действительно, тоже как раз то отмечали, становишься старше, ты хочешь, наоборот, какие-то моменты даже немножко замедляться и хочешь понимать и находиться вот в состоянии, в котором ты живешь, чувствуешь, ты счастлив или несчастлив, ты доволен тем, что у тебя, или ты недоволен. Вот. И мне хотелось бы спросить как раз в рамках этого, счастливы ли вы сейчас и как вообще, что счастье в вашей жизни? Я вообще очень счастливый. Когда испытываете счастье? Во-первых, надо знать, что это здоровье своих близких. Должен понимать, что все здоровы, с ними все хорошо. Это дает спокойствие некоторое. А спокойствие в этом смысле своих близких — это тоже часть счастья. Кто-то сейчас скажет, счастье — это типа... Нет, чисто для вас. Ты вот такой что раз для такой, вас? я счастливый. когда ты уже разложился все в голове, оно из чего-то состоит. Вы сейчас как к уравнению подходите. Нет, смотри. Я любовь так, например, не раскладываю. Вот я могу разложить любовь на какие-то составляющие, да, это какая-то, там, может быть, привязанность, там, уважение к человеку, там, на что-то еще, да, но есть в любви для меня какая-то абсолютно
трансцендентная вещь какая-то, немыслимая, как она работает, и что это оно есть, ну, там... Не поддается объяснению. Да, ты просто, ну, можешь впасть в безумие, если с этим что-то не так, в абсолютное просто. Для меня так. Я просто впадаю в безумие абсолютно. И испытываю какое-то очень такое чувство внутри, которое я не могу объяснить, оно очень плохое. А счастье как у вас? Это на самом деле твои близкие просто. Ты хочешь видеть, что они радуются, там твои родители, там, да, там братья, сестры, у них все классно, да, жена твоя счастлива. Ну, то есть вот это вот все. И ты, в принципе, как человек, который чего-то добился, в общем и целом, да, у тебя с работой там все хорошо. По сути, что тебе еще может волновать? И вот ты просто спокойно и счастлив, что у всех все хорошо, да. Но это такое рациональное счастье. А есть другое счастье. Это счастье, оно наркотического содержания. Это вот это счастье успеха, к которому ты привык, каких-то достижений, сделанных дел, больших задач, может быть, многолетних, да, победы в какой-нибудь игре. Игре я имею в виду бизнес-игру, стратегическую игру. И вот это ощущение совершенно другое. Понимаешь, в чем проблема? Оно с каждым разом, его получить все сложнее и сложнее. Ты должен ставить все более сложные и сложные задачи. И вот это даже может быть в некотором смысле несчастье. Но это эйфория, состояние, эйфории какой-то, да, когда ты понимаешь, что все, вот все, момент истины. Вот он прямо сейчас произошел, и ты все сделал правильно. И ты обошел такие острые углы, которые ты просто понимаешь, ты оборачиваешься и смотришь, думаешь, как я это сделал? И вот ты понимаешь, я сейчас тебе говорю, сейчас я смоделирую эту ситуацию, потому что мне есть о чем подумать о таком. И у меня сейчас так мурашки пробежали, я думаю, понимаешь, я жду этого момента, он должен быть в какой-то момент. Еще такой момент я испытываю, знаешь, когда заканчивается учебный год. Ну, ближайший такой момент сравнимый с этим, потому что на самом деле это суть работы. У меня же очень много учеников, десятки тысяч. Я же за них переживаю. Это же вся суть моей работы. Я с ними проводил сколько времени в течение года. Понимаешь, на вебинарах, в общении и так далее. Я со своими учениками, кстати, сам общаюсь в чатах всегда, в больших этих ВК, в телеге и так далее, переписываюсь. Они всегда удивляются, типа, что я сам захожу. Я видел вчера кружочек на ответ на сообщение ребятам. Админу или Максим Олегович? Уже кто раз говорю, да это я же говорю, ну чё, ёк-макарёк. Поэтому это действительно доставляет мне определенные эмоции, вот этой эйфории и радости. День, когда я, во-первых, предыдущий день, когда я записываю для них напутствие перед ЕГЭ, когда у них на следующий день экзамен. Вот. Ну, то есть я прямо его записываю, в смысле, и прям реально меня штырит эмоционально, потому что я понимаю, что, это вот все. И вот в день, в ночь, потому что задача появляется ночью на Дальнем Востоке, то есть здесь это ночь, да, там в 4 ночи встаешь и пытаешься найти, скидывать, смотришь первые задачи. И вот когда я смотрю до 2 часов дня, и когда в Москве ребята тоже вышли уже во всех регионах, и все задачи видны, и понимаю, что все... Я все сделал правильно. Вот все из этого они могли решить. Я тут еще угадал задачу, тут я молодец, я все. И в этот момент ты говоришь, все, я победил. Все, я победил, и они победили, и я вместе с ними, они вместе со мной, мы все это сделали. Все, просто отваливаешься, просто, и лежишь, и думаешь. Со следующий день готовитесь к следующему году, да? В этот же день, то есть обычно не хватает, ты такой, полежал такой, подумал часок над тем, как все круто, классно, ребята выходят, пишут тебе ништяк, ты довольный. И ты говоришь, так. Надо же ставить планы на будущий год, на лето, сейчас же нужно все сделать. В этом году я немножко изменил стратегию, я уже здесь, я уже в Сочи. Раньше я в том году сделал абсолютно отвратительно поступок, и я делал так каждый год, это полное говно, не делайте так. Я ЕГЭ проходил, условно, конец мая. 4 июня у нас с женой годовщина свадьбы. Потом я 2 недели работаю, прям опять сходу, то есть я выдохшийся, там же еще интенсив перед ЕГЭ идет. Он же жесткий там каждый день, щелчок называется, там просто ад. Ты просто, в принципе, ты не выходишь на улицу, в принципе, никуда, ты просто такой... Мы обычно с женой целую тележку раньше таких быстрой еды, знаешь, там, просто набираешь в магазине, в принципе. Твоя задача, ты проснулся так, ага, ты с вечера все подготовил к вебинарам, закидываешь сэндвич, бахнул на вебинар, там 6-8 часов провел, вышел, сел, ага, готовимся к завтра, опять сэндвич закинул, готовимся к завтра. И так все дни. То есть там потяжело реально. И я закончил
годовщина, и я 2 недели работал, чтобы быстро все сделать, планы на лето, чтобы летом уже все процессы происходили. И после этого я обычно ехал в Сочи на 5-6 дней. В какой-нибудь отель и так далее. Думал, типа, ну и все. Сейчас вот я, типа, приеду и, типа, все. Вообще супер, ништяк. Я так отдохну, я так... Ничего не работает. Ты приезжаешь, тебя же еще не отпустило. Понимаешь? Тебя еще не отпустило, ты заряжен работать. И вот ты сидишь с этим ноутбуком около бассейна, да, там, в этом отеле, и ты продолжаешь, и твое состояние только ухудшается. И потом, вот в том году, первый раз это было лет 7 назад, меня накрыло, как раз в середине июня, и вот опять вот тем летом это было. То есть, и дальше у тебя щелкает, и твоя нервная система центрально говорит тебе, ну ты что, мудак, типа, отвали, а? Ну, перестань, пожалуйста, это делать. Ну, выстегивает, короче, морально очень сильно. То есть ты получаешь бешеную обратку. Ну, в общем, так делать не надо. Да? Еще очень важный момент, да, то есть про счастье, понимаешь? Чтобы это счастье испытывать, это вот касательно второго счастья, которое как это эйфория. Ты должен понимать, для чего ты все это делаешь. Ты должен уметь четко себе отвечать на этот вопрос, но типа честно. Не каждый ответит. Не потому, что он хочет тебя обмануть там, или себя обмануть. Он не понимает. Когда человек, не знаю, там, работает на угольной шахте под землей, там, да, там, под риском взрыва, зарабатывает деньги, у него есть семья, ему нужно ее кормить, наверное, он тебе честно ответит. Он тебе не скажет, наверное, что, слушай, это мне нравится. Да мне очень нравится просто. Тут так кайфово, вот вайб такой, атмосфера такая ништяковая. Ну, и типа еще нервы щекочет, что там что-нибудь может, там газ, да? Типа, ну, вряд ли, да? Ну вот, слушай, мне семью кормить надо. Мне вот семью кормить надо, и вот я вот приношу, и я вот их одеваю, они ходят красивые, я здесь грязный, они ходят там красивые, там, жене платье, потом с ними вот поеду, вот. Я для этого это делаю. Вот. Наверное, да. Понимаешь, а тут ситуация какая? Это очень хорошо сказано в фильме, это мой любимый, один из любимых моментов в сериале «Во все тяжкие», Breaking Bad. Когда... Ну, сериал, я думаю, многие смотрели. Раз-два пересмотрел. Да. Там, сказать, Уолтер Уайт, да, учитель химии, начал, так сказать, заниматься, нарушать закон, так сказать. Вот, и все это привело потом уже к фатальным абсолютно последствиям. И это самый конец сериала. И дело в чем? И он, так сказать, из-за всего того, что он делал, можно тоже спросить, да, он еще нарушал закон к тому же, да, но он действительно много работал, да, еще нарушая закон, делал жесткие вещи уже потом, потому что, когда ты начинаешь играть в эту игру, на самом деле... реальность схлопывается настолько быстро, понятно, то есть ставки повышаются настолько быстро и сильно, что тебе нужно принимать уже совершенно другого уровня решения, да? Вот. Это, кстати, очень хорошо тоже показано еще в сериале, нашумевшем «Последнее слово пацана», что как только ты начинаешь играть в эту игру, все выглядит вроде бы так, а уже через... очень короткое время тебе нужно принимать решение другого уровня. И, значит, у него тоже были постоянные, у него, что значит тоже, у меня нету, с женой, Скайлер. И вот каждый такой косяк, проблему и так далее, он злился, и он ей говорил: Скайлер, все, что я делал, он приносил эти пачки денег домой, а у них не было денег, да, он бедный учитель химии условно, да, а им надо, там же все же, там, страховка какая-то, да, там, ну, жесть какая-то, там, бойлера дома нет, сын инвалид, да. Он говорит: Скайлер, все, что я делаю ради семьи. И он все вот этот лейтмотив, то есть он через весь фильм, все, что я делаю ради семьи. Похоже? Ну, вроде понятно. А у него еще рак же был, да, по фильму. Вот. Ему нужно успеть заработать эти деньги ради семьи. И вот финал, уже там всех убили, уже все плохо, и он приносит ей эти деньги, там, ну, рассказывает ей, где деньги потом взять, которые он там спрятал и так далее. Ну, все, там уже все плохо. И он говорит: Скайлер, говорит, послушай, все, что я делал. Она поворачивается, смотрит на него и говорит: Уолтер, ты серьезно? Ты хочешь опять впарить мне вот этот бред, то, что ты все это делал ради семьи? Типа, ты совсем, что ли, конченый? Ты посмотри, типа, что... Он говорит: все, что я делал ради себя. Понимаешь? Ты должен четко понимать, ради чего ты это делаешь. И уметь себе признаваться, что пусть не все, что ты делаешь, но многое из того, что ты на самом деле, ты делаешь ради себя на самом деле. И нужно иметь смелость себе в этом признаться. Понимаешь, я в какой-то момент себе в этом признался. Я не скажу, что все, что я делаю ради себя, но многое из того, что я делаю ради себя. А когда ты себе в этом признаешься, тогда ты поймешь: так это получается я ради себя, а для семьи-то что? Наверное, это нужно для нее-то что-то тоже делать, другое.
потому что в эту копилку не ложится, я ради себя это делаю. А я делаю многое ради себя, и вот из того, что я делаю, и поэтому я никогда не жалуюсь на работу, что мне тяжело, там, я устал и так далее. Могу сказать, что, там, устал, там, да, но это так вот, понимаешь, в рамках физических ощущений. Я делаю это ради себя, потому что человек такой. Есть такие вот люди, мне нравится эта игра, как она выглядит в этой жизни, весь этот процесс. Естественно. Потому что, если посмотреть на все, да, ты скажешь тоже, посмотришь, и скажешь, что ты, тебе все это не нравится, ты зачем ты это делаешь? Естественно. И вот нужно уметь себе в этом признаваться. Это, на самом деле, очень важный момент. Тогда тебе станет понятно, зачем ты это делаешь. Вот в рамках вот этих ощущений, вот этого счастья. Тогда тебе, наверное, и счастье станет проще получать. Потому что ты можешь думать, что ты делаешь это ради чего-то другого, ошибаться. И не понимать, а что же ощущений-то никаких нет. И питать только вот это свое, потому что понимаешь? Вот такая вот мысль есть еще. В рамках того, что как раз отмечали про выбор, тему счастья, просто это лейтмотивом идет через мою жизнь, и все гости, которые у меня сейчас на подкастах, мы с ними так или иначе разбираем эту тему, потому что это очень важная составляющая нас как личности. И как раз у меня очень интересно сегодня контраст на разговоре с вами, потому что мне было интересно узнать вашу позицию, смыслы, подход, потому что он немножко альтернативный от тех подходов, которые сейчас в моем окружении. То есть я например, на НСП Гребенюка прошел, да, то есть нас там объединили в группы, мы ходим в баню, то есть это ребята, которые доход там 2-4 миллиона ежемесячно. И получается, что мы вместе с ними прошли этот курс. Там первое занятие — это про личность, про себя. Потом пошли на другой курс. Там тоже про чувствование, про эго, про работу с самим собой, про познание, да, то есть это такое более мягкое, более спокойное, интересный момент взаимосвязи, и проект начинает расти. То есть когда ты только начинаешь, находишься в синхронизации с собой, что да, это тоже про выбор, но выбор немножко другой. Потому что когда вы сказали про выбор, мне интересно сейчас разобраться и узнать позицию. Вы сказали про выбор, но при этом до этого сказали, что выгорели, да? Выгорания не существует никакого. Возьмем другое слово. Назовем это изнасилование нервной системы. Конечно. Есть альтернатива, когда ты не доходишь до точки, в которой твой выбор — изнасилование своей нервной системы, когда ты просто понимаешь, что окей, я сейчас это не хочу, я это сделаю чуть позже. Где у вас, есть ли этот баланс про чувствование, понимание того, что хочешь? Конечно, я же говорю, 6 лет назад впервые это произошло, я научился сейчас его... То есть я научился это чувствовать. Но важный момент, понимаешь? Насиловать тоже нужно уметь. Иногда нужно практиковать. Почему? Потому что ты понимаешь в какой-то момент, что сейчас ты доходишь до такого состояния, да? У организма в любом случае есть какой-то ресурс и предел. Я раньше предпочитал, так сказать, считать, что его нет. Понимаешь, я проводил 24-часовые стримы, например. 2 раза по 24 часа. Вебинар на 8 часов меня уже удивил. Нет, это так. Разминка. Это поиграться. Когда-нибудь я хочу провести еще один 24-часовой. Мне нужно только понять, зачем. А не хотите в книгу рекордов Гиннесса сделать просто самый длинный вебинар в истории? Вообще без разницы. На книгу рекордов Гиннесса. Прикол. Может быть. Короче, нет, если проводить же, то нужно провести 30 часов. Чтобы зафиксировать хотя бы плюс 25% к прошлым, 24. Я склонен считать, что ограничения-то не у нас здесь находятся, да, и никакого предела нет. В какой-то момент организм мне попытался доказать обратное. Я с этим поборолся и понял, где точка эта. В котором он будет пытаться показывать мне, что я не прав. Доходить до нее постоянно не надо, потому что зачем нужна эта бойня и эти разбирательства со своим организмом, в общем и целом. Да, мы говорим не про какие-то физические, да, условно, допустим, болезни, понятно, да, почки, печень, условно, да, нет. Мы говорим именно про твое моральное состояние и про нервную систему. Но иногда, чтобы посмотреть и вспомнить, что это такое, и получить опыта работы с этим состоянием в том числе, а почему бы и нет? Понять амплитуду. Понять, как ты с этим справляешься, насколько быстро ты умеешь выходить из таких состояний. Потому что когда-нибудь жизнь может поставить перед тобой такую ситуацию, сама жизнь может продиктовать тебе такие условия, в которые ты вынужден будешь дойти до такого состояния, изнасиловать свою нервную систему. И выдать просто абсолютный максимум того, на что ты способен здесь и прямо сейчас. Вопрос, что ты будешь делать с этим потом. Умеешь ли ты с этим справляться? Научился ли ты? А как научиться? Только практика. Бываешь ли ты в таких состояниях? Понимаешь, это как паническая атака, условно. Если человек впервые в жизни столкнулся с панической атакой, знаешь, да, классические признаки, да, страх смерти, все остальное и так далее, он действительно не понимает, что с ним происходит.
То есть, это такая неприятная очень история. Он действительно не понимает, что с ним происходит. Столкнувшись с этим еще раз, и поняв, что это такое, он, так сказать, придумывает противодействие этому, какой-нибудь адекват, и умеет с этим бороться. То есть, да, я знаю астматиков, которые, там у них какой-то определенный вид астмы, когда у них начинается, они просто вот при мне было, чувак начинает задыхаться, но он просто на опыте. Вот. Он не использует никакие пшикалки, ничего, никакой там вид астмы, то есть у него какая-то там трахея что-то начинает непроизвольно сжиматься там, и вот, думает, что, там, не знаю, что он захлебывается, он понятно, такая непроизвольная реакция, да, организма. Слушай, он научился с этим бороться. Вот просто он при мне 30 секунд, все, и он с этим справляется. Вот поэтому грань есть, она чувствуется, она понятно, где находится, она еще может сдвигаться в ту или иную сторону в зависимости от там, времени года твоего, морального состояния, того, что тебя окружает, насколько ты сейчас более счастливый или менее счастливый, от позитива, в общем, понятно, да? Вот. Но иногда, почему бы не сыграть в эту игру? Но я пока желания не имею, потому что в прошлом году сыграл, немножко, так сказать, такой, поборолся, потом, ладно, окей, запомним этот опыт, неприятно, окей, поехали дальше, короче, да, вот. Здесь скорее про то, что нужно другое выработать, ты должен прочувствовать грань, и скорее ты должен научиться рубильник переключать у себя. Вот этот рубильник сумасшедшего, который впахивает, да, на такой чил, который все. Вот сегодня я не буду чувствовать угрызение совести за то, что я не работаю. Сегодня у меня чил, я реально беру там сутки или двое на то, чтобы реально кайфануть, отдохнуть. Вот это тяжело сделать, потому что все время есть вот это чувство вины. Понимаешь, что типа я отдыхаю, и дела вот эти вот в голове такой, блин, их же никто не делает, типа, да? Вот, надо просто воспринимать этот отдых как свою работу. Вот и все. Интересно. А если говорить про альтернативную амплитуду? То есть мы сейчас затронули тему амплитуды, которая критическая, а если затрагиваем тему амплитуды отдыха? То есть когда ты не просто переключаешься, а когда ты просто сознательно можешь создавать себе такое событие, в котором ты чувствуешь себя комфортно, без угнетения и так далее. Что в этих событиях в вашей жизни происходит? То есть как вы их проводите? Что это может быть, в котором вы наслаждаетесь спокойствием, релаксом максимально, находите единение с собой? То есть что это за событие, что это за действие? Понимаешь, оно же все здесь. Я могу взять, там, пойти в баню, да, там, бассейн, что-то еще, позаниматься. Да, именно вот про такие телесные. Позаниматься спортом, позаниматься армрестлингом. Вот в такие моменты, да, там, на несколько часов действительно бывает такая ситуация, в которой я вообще не думаю про работу. Как правило, нужно создать себе действительно такую активность. Вот. А в остальное время все равно мысли лезут, понимаешь? Это завязано... Останавливать поток мыслей. Конечно, это завязано на работе. Нет, просто нужно... сейчас как я с этим работаю? Если я прям... Нужно получить это чувство удовлетворения, что ты сделал много. Вот если ты прям раскидался с делами, вот просто сделал прям наперед и понимаешь, что у тебя все схвачено. Тогда, если, допустим, это какая-то поездка, вот сейчас переезд был, да, какой-нибудь, вот переезд, дома что-то расставлять, суета, дела, новый дом, тут все наладить там. Нормально, день за днем пролетает, вообще И такой, я что-то сегодня вообще не поработал, вообще о работе не думал. Такой, ништяк, классно. И забиваешь, в принципе. Получается. Нужно как-то отвлекаться. Просто как раз про возможность чувствовать вот именно ту часть, в которой вот есть спокойствие, останавливать этот поток постоянно, потому что все дела точно не переделаешь. Всегда быть тем человеком, который удовлетворен всегда своей работой, тоже бесконечно, тоже это уже нельзя. И вот именно момент, в котором просто разгружаться. Вот мне просто интересно было, что это. Баня, окей, я услышу, что еще может быть. Да нет, все что угодно. Сериал с женой посмотреть, там, приготовить сухарики, засолить рыбу, понимаешь? То есть там... Я здесь стал всю эту фигню делать. Класс. Поехал на рынок, раз там форель 100 рублей. Вот это жизнь. Да. Мне вот это интересно. Я приехал, смотрю, нифига, ладно, такой. А что мне с ней делать? Засолю форель. Я ее солил последний раз лет 10 назад. Все, рецептик, засолил форель. На следующий день малосольную, вот просто космос. Еще хлеб какой-нибудь такой же ремесленный взять. Так вот, мне каждое утро привозят. Он свежий, он еще хрустит. Я беру 2 булки, одну просто поесть, а другую я делаю эти сухарики свои. Класс. Мне надоело, я вот эти магазины все переел. Я люблю сухарики, короче. Я их все переел, и уже никакой вкус меня не впечатляет. Даже 3 корочки с соусом? Вообще нет, это все не то, понимаешь? И, соответственно, берешь эту буханочку, все, ты ее порезал. Кусочек на 4 еще, они вот такие получаются. Соответственно, выкладываешь на противень, да.
С одной стороны, приправа магия, которая универсальная с овощами, масло подсолнечное, переворачиваешь каждую. И с другой стороны, приправу маги, но для мясных котлет, например. Бахаешь маслом и в духовку запекаешь и переворачиваешь. И они жирненькие, ты понимаешь, у них вкус, ну, просто космический. Естественно, ты это делаешь, ты как бы это, ну, радуешься этому. Вот я эту уже мысль для себя понял не так давно, на самом деле, что на самом деле вот такие мелкие вот эти вот бытовые дела, они реально тебе помогают. У меня печка, костер на улице, горит круглые сутки. Всегда. Вообще всегда. В Москве она у меня такая была, кубическая, большая. Вот. А здесь это там целая печка, которая, ну, как там, прям полноценная кирпичная печь. Все, я понял. Такая, с комфорками, с тандыром, коптильной. И вот эта самая большая печь, которая, она горит у меня круглые сутки. То есть я заказываю несколько грузовиков дров, бук привозят. В Москве береза. Она разгорается лучше, но горит быстрее. Бук, он такой плотный внутри, как будто он влагу изнутри вообще никогда не убирает. Разгорается дольше, тяжелее разжечь, но горит потом долго, и угли такие мощные. Поэтому если вечером переставать жечь, на утро заново разжигать. Соответственно, перед сном я закидываю полную. На утро приходишь, вот этот вот белый пепел сверху убираешь, там еще угли, а там хорошие. красные угли. Закидываешь, и оно опять горит. То есть вот какие-то, понимаешь, такие мелкие вещи, они действительно тебя могут отвлечь. И ты разгружаешься. Еще раз, я это практикую. Просто, понимаешь, это нужно сделать. Я верю в то, что окончательно закрепить этот успех получится этим летом. Потому что все-таки, когда ты пытаешься перенастроить эту историю в своей голове немножко, да, давай сразу скажем, это не значит, что ты будешь работать менее качественно. Наоборот, даже скорее получится по-другому. Да. Вот, мы про это уже поговорили. Но когда ты пытаешься это сделать, тебе нужен такой чуть более спокойный режим. А когда это конец учебного года, когда все только нарастает, а ты пытаешься с этим побороться, то ты такой, да ну как? Я думаю, что не побороться, а быть в единении с этим. Потому что вот интересный момент, когда мы действительно затрагивали тему того, что ты более продуктивен, более эффективен, когда в спокойном состоянии. И вот это как раз и интересно, что вот эта жизнь, она есть в самой жизни. Когда ты форель солишь, когда ты там утром дрова закидываешь, когда вечером дрова закидываешь, утром угольки сдуваешь с угольков в пепел. Вот в этом и есть наслаждение и жизнь. Мне интересно как раз, когда я говорил про альтернативную сторону амплитуды, вот про эти моменты, которые позволяют глубже и четче чувствовать вот это там, про баню, например, да, вот абсолютный пример подходящий. Кто-то сидит в бане, просто приходит, и столевар сидит, ему там 5 чепланов наливают, он продолжает сидеть. Чаще всего это не про то, что он такой, я люблю погорячее. Ну, по факту, он просто, возможно, где-то забил на свой организм, на свое чувство, и просто уже, не чувствует то, что ему плохо, у него, тело горит. А кто-то прям, все, я готов выйти, я не готов сидеть, пока другие сидят. Не, у меня вообще такого нет. Слушай, я сделал баню в Москве сейчас сделал, просто вообще космос. То есть там она по объему, чуть поменьше, чем вот эта подкастная, и с высокими потолками. Оптимально, чтобы ты понимал, температура там. Ты представляешь, какая там влажность? Потому что очень высокие я сделал потолки. То есть, и ты когда всю ее там смочил, и потом ты один ковшик, оно все там поднимает, и оно вот так медленно на тебя опускается. Потолок вот такой или прямой? Прямой. Вот. И оно опускается на тебя. Вот. Оптимально, чтобы ты понимал, 50-60 градусов, то, что вот показывает на термометре, это вот так. Во-первых, еще классно, что объем большой. Иногда почему бывает тяжело сидеть в бане? Если она маленькая, кислород быстро сжигается, и чисто дышать тяжело. А там его много. И вот ты сидишь в ней, тебе не жарко сильно, из тебя течет пот, вода вообще классно, и ты просто лежишь и кайфуешь. Хочешь погорячее, сделать там 70, но это уже будет так, прям суровенько, короче. Вот. Разные режимы. Бывает, хочется погорячее. Бывает, ты просто пришел на полтинник, лег вот так и просто кайфуешь. Грешься. 20 минут полежал, вышел, что-нибудь там, квас попил, за компом поработал. Опять то самое. Опять ушел, да? Да, опять 25. Я так делал просто, да. Это, кстати, интересный момент. Я больше нахожусь сейчас в состоянии, в котором чувствую чувство спокойствия. Это продуктивно сказывается на делах. И интересный момент сейчас, когда про баню затронули. Я обожаю фанат бань. Вы сказали, когда там вышел и поработал там 20 минут, полежал 20 минут и поработал. Я вспомнил то, что в баню я чаще всего хожу с предпринимателями. То есть это те же ребята, мы просто то же самое обсуждаем, только в бане.
И вспомнил себя в состоянии, когда я хожу в баню просто с ребятами, от которых ничего не... Ну, ни от меня ничего не ждут, и ни я от них ничего не жду. Нас связывает просто дружба и все. То есть это не проектов, вообще ничего. И мы обсуждаем реально в жизни. Вот мне почаще, наверное, надо ходить в баню с ребятами, с которыми вот просто нет никакого социального ранга или еще чего-то. Просто как человек ты просто ходишь, потому что... Сейчас, дай-ка я попробую вспомнить сейчас. Нет. Вот нет. Я вообще не могу представить, с кем бы я пошел в баню, с кем меня не связывают никакие деловые отношения. Даже минимально какие-то, рабочие. Мы просто можем их не обсуждать. Чаще всего обсуждаем. По крайней мере, у нас... Конечно, чаще всего сидишь, все равно Да. такой, нет. А что там, кстати, там вот это произошло, нет? Что там, как там вообще? А тут что? И все равно и начинается. Да. Вот. Порой даже себя останавливать хочется в этот момент, и надо какие-то правила такие ввести, этикета, что типа, окей, начинается работа, Да, в этот если момент мы- пресекаем, да. типа, прикольно. Давайте про бизнес, потому что раз уж эту тему мы зашли, и хочется ее продолжить в рамках того, что мы обсуждаем, это важная часть для фактуры, для канала, для моего, потому что у меня основная доля людей, которые это смотрят, это предприниматели, либо из креативных индустрий ребята. Это либо EdTech, это либо диджитал-агентство, да, то есть это ребята, которые так или иначе вот имеют свое дело. Хочется поговорить про бизнес в рамках фактуры. Что он из себя сейчас представляет, сколько сотрудников, есть ли публично какая-то выручка, которую можно оглашать, да? Что сейчас из себя представляет бизнес вот в вашем представлении? Большая аудитория предпринимателей у тебя, да? Мы для предпринимателей, кстати, сегодня сказали вещи гораздо более важные на самом деле, чем про бизнес. Почему? Потому что, я не знаю, может быть, то, что мы сегодня с тобой обсудили, это все понимают и все это рефлексируют. Но я уверен, что это не так. Я тоже не самый тупой, да, но, понимаешь, вот эта работа мысли, у меня то, что мы сегодня с тобой обсуждали, она постоянно происходит. И это капец как важно. Предприниматель – это человек, который живет, на самом деле, тяжелой жизнью. Он со всем сталкивается. Это суровая работа. Что, есть большой проект, достаточно большой. Выручка подходит к определенному знаковому показателю. Я думаю, для таких проектов все сами поймут, растет она хорошо. То есть, уверены, больше, чем в 2 раза рост с прошлого года у нас есть. А прошлый какой? То есть это не публично или какие-то моменты Не. просто не хотите оглашать? Не, просто непосредственно выручку я не оглашаю. Мгм. Окей. Есть ли Оборотку. в сотрудников, в преподавателях какие-то компании? Смотри, там сотни сотрудников, если брать и всех, и кураторов, и экспертов, и, понятно, и IT, и маркетинг, и продажников. Если сказать про ключевых непосредственно, да, это, я думаю, что ключевых персонажей, да, преподаватели, IT-отдел, руководители направлений, да, продаж, я думаю, что это человек, наверное, 50. Угу. Но еще раз, понятно, что это Я абсолютно понимаю. типа топ-менеджмент, топ-состав. И сотни людей, которые выполняют просто неоценимую работу, скажут потом, что про них не сказали. Нет, это вообще это ребята, которые, по сути, на передовой. Это эксперты, это кураторы, это которые постоянно взаимодействуют с аудиторией, которые вообще окормляют весь этот курс, весь этот продукт. От них зависит вообще очень много. Это такая важнейшая часть. Им большое спасибо, они очень крутые у нас. По каким критериям они подбираются? Потому что Слушай, там есть отбор. для нас был очень сложный момент. У нас тоже онлайн-школа, у нас порядка нескольких сотен преподавателей, кураторов, кого только нет на самом деле. И мы прям разработали систему методические, которые по найму этих людей. Какие критерии сейчас для людей, которые нанимаются на должность преподавателя для школьников? Нет, что там входит? на преподавателя не нанимаются. А кто они? Не нанимаются, и такого нет. У нас закрыты все те позиции, которые нам нужны. Если придет какой-то талантливый парень, да, или девушка, мы поймем, что вот это круто, может быть, даже чем-то известный уже в медике и так далее, да, то, посмотрим на тот бэкграунд, который у него был. Это легко оценить. И примем решение. Потому что если он уже работал в этой области, то, понятно, кто он, да, легко оценить. Если совсем нулевой и хочет вести курс, надо понять, нам вообще это надо или нет. То есть, если человек неизвестный, да, и так далее, если направление совсем не закрыто у нас, то можно взять и воспитывать своего преподавателя. Долгий процесс, но чем-то крутой. Потому что это будет ваш преподаватель, который вырос вместе с вами. Так у нас произошло со всеми, когда мы школу изначально делали, этот костяк до сих пор работает. Про объем работы, да, и про деньги. Там не так. У руководителя направления у него 25% своего направления. То есть, понятно. Если у него маленькое пока направление, и это меньше, чем 25% от выручки, то там есть фикса. То есть, здесь преподаватель может сам понимать, что у меня курс растет, увеличивается, я получаю больше, свои 25%. Если преподаватель какой-то, который с именем уже
с ним есть какой-то диалог, и он хочет работать, то не надо там от него никакой информации. Все, что мы хотим о нем узнать и принять решение, сотрудничать нам с ним как-то или нет, уже есть в общем доступе. И все, дальше нужно только обсудить условия. А есть вообще в целом какое-то понимание того, что вы выступаете продюсерским центром для этих преподавателей, либо нет? То есть есть какое-то контрактное взаимодействие у вас между ними, с преподавателями? Потому что вы в любом случае даете им охват, медийку, так или иначе. Ну, конечно, есть определенная договоренность. Это что, да, конечно. В любом случае. Ну, потому что так оно и выглядит. Ну, типа, ты имеешь в виду как лейбл. Но по факту это таким и является. Да. Ну, потому что, типа, ну, ты тоже недавно это обсуждал. Надо понимать, что у меня самый большой курс в моей школе. И понятно, что я как человек, который приводит вот этих людей, первичное касание с проектом, со Школково. Понятно, что есть и брендовые запросы, да, компании Школково, да, но очень много приходят ко мне, получают первичное касание и потом уже знакомятся с другими преподавателями. Это правда. То есть в некотором смысле это и так работает. И бренд работает на общую составляющую. Вот как бы, да, это безусловно так. Интересно, как воронка вообще построена, на самом деле. А в целом вообще, как... Я помню, когда мы созванивались перед подкастом для того, чтобы засинхронизироваться, вы отмечали то, что ваша жена тоже работает в Школково. И это интересно, как вообще в целом это выглядит, ваше взаимодействие домашнее, бытовое, как вы разделяете, получается ли разделять вообще бытовое сожительство с человеком, с которым ты еще и коллега? Ну, вот я говорил уже, что это непростой процесс. Потому что я превратил свою жизнь и ее вот во все вот это, и сейчас пытаюсь это в некотором смысле исправить. Потому что я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. У меня есть обязанности какие-то, да, определенные. Я мало что делаю по дому. На мне, знаешь, такие задачи, там, обеспечить, чтобы были люди, чтобы привезти, отвезти, купить, там, отремонтировать, построить дом, вот, ну, что-то еще, там, финансовые вопросы и так далее. Да, это решаю я. Все, что связано с порядком дома, там, тоже чистоты, какой-то аккуратности и так далее, это мне как-то, я тяжело к этому восприимчив, в общем и целом могу там спать на полу, а как бы я, естественно, женщине это важно, и моей жене это важно. Вот, и она, соответственно, всем этим, естественно, занимается, там и уборщица приходит, и она за ними следит, она все покупает для дома и выбирает, и как-то старается, чтобы до меня донести, что, в общем-то, и в целом неплохо было бы тоже немножко хотя бы... Она не просит меня создавать и созидать, понимаешь? Она просит меня хотя бы не разрушать то, что она делает, понимаешь? Но у меня это плохо получается. То есть есть как бы понятное разделение. Двор – это мое. Собаки на чьей ответственности? Следить за ними, там их безопасность и все остальное, допустим, там это как бы на мне в некоторой степени. Но когда речь зайдет про их здоровье, ветеринарку и так далее, их паспорта медицинские, все вот это уже жена. Она больше про это знает, она будет за это переживать, она будет звонить врачам, она будет настаивать, чтобы, да, мы поехали, там, съездили туда, там, дать какие-то таблетки, потому что я не шарю за эти таблетки, там, какой-то список таблеток, что нужно дать, когда нужно дать и так далее. Вот, то есть, оно как-то существует, это разделение, в общем и целом. Но оно не проговорено. Ну, прописано, наверное. Ну, не прописано, оно интуитивно, но его когда-то все-таки нужно проговаривать, потому что кто-то от чего-то устает, да, и бывает такое, что вы это не обсуждаете, а это копится, и потом в какой-то момент этот как бы нарыв лопает, и оказывается, что очень много есть какого-то негатива, да, и неразобранных вещей, поэтому лучше это все-таки обсуждать. Там кто, что... в общем, в целом делает, чтобы потом не возникло каких-то таких ситуаций. А если затрагивать тему делегирования, потому что мы когда обсуждали про собак, была речь про то, что кто-то за ними смотрит, кто-то там охраняет и так далее. Кто эти люди, сколько и чем они вообще занимаются, почему вообще такое желание все делегировать? Это нормальное желание, но порой, вот мне хочется понять, как оно выглядит у вас, чтобы какую-то оценку, например, со своей стороны сказать, о, прикольно. Делегирование. Есть... Это, кстати, связано с задачей, что вот в определенных вещах, которые мы с тобой обсудили, засолить рыбу и так далее, что-то поделать, что это и есть суть жизни. Надо здесь тоже в делегировании держать баланс, что, ну, если ты делегируешь абсолютно все, то у тебя останется исключительно работа. Потом ты что должен сделегировать? Общение со своей женой? Поездку на день рождения к своей там сестре? Вот в этом как раз и момент, что интересно понять, что хочется, а что не хочется. За рулем почти я сам не езжу. Вот, потому что, ну, я в этот момент могу отвлечься, мне могут позвонить и так далее. В общем и целом, ну, зачем? Плюс у меня жена, она не любит точно, когда я езжу за рулем. Резко слишком? Я езжу только на 911-м, на своем. Ну и еще на Макане, на машине жены. Ну так вот с кем-то сел, прокатился до магазина и покайфовал. Мне самому удобнее, когда я не за рулем.
И, в общем и целом, да и жена, и всем спокойнее. То есть мама тоже из-за этого переживает, да. Поэтому, ну, здесь почему бы не делегировать, в общем и целом. Иногда захотел, прокатился, вспомнил, что ты тоже как бы мужик, который как бы владеет и может прокатиться. Да, это хочется. Вот. Какие-то вещи, когда нужно одновременно кого-то поехать забрать, забрать там человека кого-то привезти, что-то отвезти, кучу заказов забрать, там Amazon, Wildberries, что-то починить и так далее. Как это все одновременно успеть? Все, есть люди, все, поехали, все делается одновременно, параллельно. Так а мы в этот момент еще можем работать, вести вебинары и так далее. Понимаешь, да, что, ну, это как-то, наверное, можно делать все самому, но кажется, что это будет менее эффективно, реально. Ну, 100%. То есть нет проблемы сделать одно из этих дел, но ты потратишь на это реально кучу времени, даже на одно. Вот, да, то есть вчера мы поехали с женой, доехали, пока зашли в торговый центр, пока тут прошли, перекусили, пока еще заехали, пока вернулись, хлоп, там 5-6 часов прошло. А это как бы, это в рамках отдыха прям ништяк, по кайфу. То есть тут побывали, это четко. Но если у тебя рабочий день, а у тебя стоит ряд целый большой задач, которые нужно сделать, ну как ты сделаешь? Вот мы там уехали из Москвы, да? Там остался весь участок, весь быт, там растут деревья, за ними нужно ухаживать садовнику, там что-то растет, там огурцы, помидоры, мамидоры, вот это все. Мама что-то посадила уже, наверное. Не, в этом году еще нет, там в прошлом году кабачки сажала. Класс. Там 4 собаки, там коты, кому-то нужно, получается, их кормить, нужно следить за собаками, нужно ухаживать за участком, кто-то же это должен делать. Просто можно, понимаешь, тут в чем прикол всегда, вот палка о двух концах, просто можно так не жить. Вот понимаешь, в чем дело? Вопрос, это сложный быт. Вот если вот сказать, это же сложный же быт. 100%. Но не все же так живут. Мне все время жена про это говорит. Она говорит: Максим, у нас очень сложный быт. Я говорю, ну, нет. Она говорит, ну так не все живут. Ну типа, это тяжело. Понимаешь? То есть, ну, реально же, да, это же капец. Это, ну, само количество собак. Вдвоем мы не можем с этим справляться. Абсолютно точно никак. Можно было бы этого всего не делать. Как-то по-другому. Но мы-то почему-то решили так. Ну, значит, уже как-то надо это обслуживать. Реально. Ну, и вот просто вопрос выбора, не знаю, меня устраивает. Ну, типа, и что? Пусть будет так. Да, это какие-то расходы, да, но... Не знаю, я привык к этому и думаю, так у всех так вроде должно быть, а что типа, а что нет-то? Мы в этом смысле, я как бы такой часто иррациональный. То есть ты понимаешь, да, там, у нас там все есть в Москве. Тут то же самое надо дублировать. Мы просто взяли, переехали, потратили опять кучу времени. Этот дом, я тут уже сейчас поставил камеры, провели там свой интернет, там несколько этих точек доступа так, чтобы было по кайфу. Что-то еще купили, что-то еще сделали. Это же ваш или вы в аренду? Не в аренду, а нет смысла. Мы очень такие, мы можем просто вот так вот щелкнет, и мы скажем, так, через неделю берем и уезжаем в другое место жить. Типа, поэтому никакого смысла нет. Вот я куплю, оно будет стоять, и что? Что с этим дальше делать? Но в Москве при этом приземлились. Ну, конечно, потому что у нас до 30 лет не было ничего. Ни одной машины, ни дома. Это все произошло, когда вот около 30 лет. Просто нам все со всех сторон говорили, типа, у вас нет ничего. Типа, вы что, конченые? Вы для чего работаете? Вы, типа, у вас там ни дома, ни квартиры, ни детей, вообще ни своего имущества. Вы просто работаете, зачем-то зарабатываете, типа, эти деньги. Типа, и... Типа, у вас их еще и как-то и не остается, и вы как-то тратите. Я все время говорю, сейчас, что гоните? Я говорю, погодите, нормально все же, нормально же общались. Ну вот. Ну, в итоге, как бы, там хорошее место реально. Вот там приземлились, там все сделали. Причем там купили сначала участок один с домом. Потом я понял, что дальше еще есть участки. Узнал, чьи, выкупил еще, продлил его. Там построил гараж, террасу там, со стеклением, перестроил всю баню. То есть я еще и построил там нормально. Я, наверное, хотел бы вернуться к моменту про социальные проекты, потому что я помню тоже, вот, к отсылке к нашей встрече первой, я помню, вы рассказывали про проект, который в каком-то регионе России, там, соответственно, субсидируется ваша компания. Что это за проект, для чего это делается и в чем вообще миссия это? Ну, это смотри, это как раз то, что привлекло. Это как раз то, что ты говорил про то, что можно сделать, реформировать, да, для учителей. Да? Mm-hmm. Реформировать можно очень долго и придумывать план этот, как мы будем это все дело реформировать и постепенно внедрять, да. Мы решили, значит, есть конкретный регион Адыгея, мы на базе этого региона делаем следующую штуку. Значит, проверяем некоторые гипотезы, да. Мы заводим, то есть туда идут в школы, в сельские, где не хватает учителей, старшекурсники с последнего курса
университета адыгейского, которые не просто их запихивают, да, ради чего-то, которые хотели бы пойти в школы, у них есть такой план, но их что-то сдерживает. Например, очень маленькая зарплата в 20 тысяч рублей. Однозначно сдержит. И мы им выплачиваем плюс 100% к зарплате. То есть вместо 20 – 40. А там это для сельской школы, это фантастика просто. Там нет таких зарплат у школьных учителей. То есть смотри, что получается, да? Человек пошел в школу, он получает удвоение зарплаты. В университете, естественно, для него выстраивается индивидуальная программа. Чтобы на последнем курсе он же должен доучиться еще, правильно? Там индивидуальная траектория. Но в чем весь цимис? Значит, в это время, пока он там работает, мы же не хотим ему все время платить стипендию. Не в смысле, потому что мы жадные, а иначе в чем прикол? Его нужно еще доучить как-то, квалификацию повысить. Он проходит у нас, пока он там работает, там 2-3 года, он проходит у нас повышение квалификации, чтобы потом что? Чтобы он потом мог прийти работать к нам. Не потому, что нам это нужно критически решить проблему с нашими кадрами. У нас хватает желающих у нас поработать из наших выпускников. А просто для того, чтобы человек, по сути, что получил? Он доучился, профориентировался, профориентировался он еще до, получил повышение своей квалификации, да, немножко доучился, чтобы потом эти деньги, то, что ему плюс, допустим, 20-25 тысяч доплачиваться, или даже больше, он мог сам зарабатывать. Уже типа преподавателем одновременно и в школе, и работая в онлайн-образовании. То есть то, чему не учат типа в университете, потому что современный преподаватель – это нечто большее, чем учитель в школе, согласись. Да? Мы с этого начинали сегодня. Так что проверяем эту гипотезу. Сейчас этот год заканчивается, мы подведем итоги, посмотрим, что из этого получилось, что не получилось, как нужно этот проект повернуть немножко в другую сторону. И, я думаю, будем пытаться подключать еще хотя бы 1-2 новых региона и посмотрим. Что нужно сделать из совсем из понятного? Зарплата – это проблема, это 100% проблема. Тут кто бы что ни говорил, кто-то говорит, надо просто поднять зарплаты. Кто-то говорит, если мы просто поднимем, качество же не улучшится, толку не будет. Неважно, но правда ли, что это низкая зарплата в регионе? Это факт, правда? Все, она низкая. И нужно, чтобы там появлялись кто? Молодые кадры. То есть даже пусть, которые еще по уровню знаний, они не могут там вести 11, 10, 9, пусть начнут с 5, 6, 7. Мы их немножко поможем им доучиться, да, и они и сами смогут, да, постепенно. Но чтобы они горели, молодые педагоги, чтобы приходили в школы. Если эти две задачи будут решены, чтобы молодые педагоги шли в школы, и чтобы там была хотя бы более-менее плюс-минус адекватная зарплата, уже сразу до всякого реформирования вопрос начнет потихонечку сдвигаться. Понимаешь? Будет что-то поинтереснее. Это опять про глобализацию. Такие социальные проекты, которые направлены на частные реформации в образовании. То есть в рамках вашей компании. А у вас есть какая-то такая объединение онлайн-школ, связанных с ЕГЭ, ОГЭ? Есть мир онлайн-образования, в котором существуют школы. А там кто-то дружит, кто-то не дружит. Просто интересно было бы как раз, чтобы эта мысль про то, чтобы поддержать ребят в других школах, для того, чтобы там зарплаты, потом, возможно, к себе масштабировать как-то можно было, для того, чтобы как можно больше таких проектов существовало. Мне кажется, это было бы интересно. В большинстве своем, слушай, это же конкуренция. Школы, они про бизнес. Еще раз, я не буду тебя как-то обелять. Мы тоже про бизнес. Мы тоже зарабатываем деньги, но они нужны, чтобы вкладывать их обратно в проект. Но социалки у нас очень много. Мы очень много социалки делаем. Какие еще проекты есть, которые я про 2 знаю? То, что учителям доступ бесплатно даем. То, что учим детей бесплатно там из приграничных. Белгородская, Курская, Донбасс, Херсон, Запорожье, ЛНР. То есть это все мы учим бесплатно. Детей. Обязательно. То есть там и каким-то ребятам даем, инвалидам, сиротам тоже. То есть очень много туда тратится. А кто-то занимается этим частно, либо это просто достаточно стихийно происходит? То есть кто отбирает этих людей? Как там? Кому предоставить доступ, кому не предоставить доступ? Как это вообще? Валидация этого? Нет, валидация происходит, когда человек пришел за бесплатным доступом. Естественно, валидация происходит. А кому что объявить? Объявить. Я принял решение, я объявил. Все, они сами ищут, подбираются, приходят. Нет, у нас достаточно большая медийка. Люди, мы же не первый год это делаем, люди друг другу сбрасывают, что есть. Так нас, понимаешь, это сначала было тяжело сделать. Но я же съездил туда, я же там был. И в Донецке, в Луганске. И я эту информацию передал, что это можно распространять, что тем, у кого там дистанционное образование, что можно давать бесплатно этот доступ. И сейчас уже такая ситуация, что они об этом знают, нам пишут, а на следующий год будет
можно ли будет заниматься и так далее. То есть люди это уже все распробовали, люди про это знают, ну, то есть и не только и ученики, и их родители, и школьные учителя, и мы там тоже помогаем. Поэтому на рынке онлайн-образования все равно, конечно, это конкуренция. Многие все-таки там практически only про бизнес, да, и поэтому, знаешь, там, даже если там не только про бизнес, то представить, что какие-то такие конкуренты в виде больших крупных игроков там объединились для какой-то там благой цели, пока в текущей реальности рынка онлайн-образования я этого не вижу. Ну, возможно, трансформация какая-то произойдет, мне кажется, рано или поздно это должно случиться. Потому что вместе 100% сильнее. Понятно, что у каждого свой бизнес, свой кусок, но так или иначе есть свои преференции от объединений и содружества. Интересно. Мне бы хотелось бы еще, наверное, затронуть тему про спорт. Про спорт в работе, спорт вообще в повседневной учебе, во всем практически. Потому что он лейтмотивом идет через всю вашу жизнь. Хотя интересно тоже, через всю ли он жизнь идет, в какой момент он появился, и как вообще взаимодействие выстраивается, работы, спорта, отношений, учебы, обучения у вас, например, пока? Через всю, не через всю? С какого, я не помню, начал заниматься? Тут я не подскажу. Не подскажешь, да? Так, лет, не знаю, по-моему, лет 14, по-моему. Лет 14-13. Ну, как раз такой, как раз ребят, которые сейчас проходят. Да, я пошел в зал, все, и вот, ну, типа, футбол я, понятно, всегда что-то бегал, играл и так далее. Но вот так в качалку я пошел, я думаю, что лет в 14. Угу. То есть я был такой худой совсем, такой не очень-то и сильный. Вот, и, соответственно, мне уже не очень хотелось таким быть, и я пошел в зал. Вот, а там дальше уже примерно с этого момента я все время занимался. Ну, где-то, понятно, мог быть перерыв на несколько месяцев и так далее. Вот, качался, бегал, потом в университете я занялся армрестлингом. Вот. Вот эта тема, конечно, мне очень понравилась. Она очень зашла, но я там как-то позанимался, потом перестал. Потом опять там где-то с ребятами купили стол, собирались, боролись. Но на это нужно время, понимаешь? Вот. И сейчас я прям уже... А потом настольным теннисом еще занимался. И опять там волейбол играл, там сборной школы. То есть разные виды спорта. В МГУ еще там я на самбо ходил. И там 2-е место у меня на соревнованиях МГУшных было. Потом боксом занимался сам с тренером, вот я говорил. То есть, ну, как-то где-то с разных сторон. То есть сам спорт всегда был. Ну, не знаю, мне по кайфу. То есть, да, то есть это какая-то смена деятельности. Блин, ну... Мне кайфово. Я себя прям чувствую лучше, да, там, не знаю, там, что там, тестостерон вырабатывается, да, там, все вместе, там, гормоны радости, счастья, уверенности в себе, ну, круто, короче, вот. И вот сейчас я вернулся к армрестлингу, и прям я сейчас плотно начал тренироваться. Есть определенные, как бы, амбиции по этому поводу, и хочется там кое-где побороться, там, что-то повыступать. Я закупил себе оборудование, там, столов, оборудования, всего, все, что нужно для арма, потому что там специфические нужны блоки, там всякие, ручки и так далее. Ну, вот. гири, я думаю, что основно резинки, гири. Не, блоки нужны. Что такое блоки? Ну, для людей, которые не знают. Ну, блок, станок, вот там ты пришел, вот это упражнение, например, делаешь, тянешь. Да. Который на тросе, как когда ты груз тут себе палочку переставляешь, да, помнишь? Ну, прям себе домой взяли? Да. Прикол. Для него всякие специальные ручки. Ну, то есть ручка, например, там вот такая, она вот такой ширины, да, ты там встаешь за... я видел, что мячик даже делают. Да, то есть ты ставишь стол для армрестлинга, вот у тебя блок, вот ты встал, вот ты взял эту ручку, вот ты поехал себе вот это все дело вот сюда, там, не знаю, потом поехал ты себе этот, там, свой луч качать, там, встал сюда и так далее, потом пронацию поехал качать, там, с этим же переставил блок на низ, повесил другую ручку, качаешь пронацию, там очень специфичное упражнение. Сколько тренировка занимает сейчас? Часа 1,5-2, если потом еще побороться в конце тренировки. Как часто? Раза 3 в неделю. Ну, сейчас последнее было поменьше, раза 2 в неделю, потому что что-то совсем работы стало много. Ну, надо понимать, что когда ты жестко потренировался, проблема такая, что восстанавливаемость здесь не самая быстрая. Ну да. Потому что у тебя нагрузка очень большая на связки. То есть вот я потренировался 2 дня назад, у меня до сих пор болит. Ну, я просто представил, что еще печатать же надо. Типа тоже есть нюансы. Не, это не нормально? Мелкомоторика нормально? Да, это вообще не проблема. Ну, плюс я могу и не печатать. Я могу еще записывать голосовые. Мне самое главное, чтобы у меня была правая рука, маркер, доска. Остальное мне не надо. Все. Вот я вышел на вебинар, все, остальное меня мало интересует, чтобы голова соображала. А если про ролевые модели в детстве, например, то есть в 14 лет вы начали заниматься, потому что увидели, что другие занимаются, либо кого-то увидели, отец там... Не, у меня батя занимался, дед, то есть папа моего папы. Он вообще был там и мастером спорта, и кем только не был. Он очень был здоровый. То есть там есть у меня
Это фотка была. Помдубный, да? Не, ну где у него там это просто кружка так, на грудаке вот так стоит просто. Ну, он очень здоровый был. Офигеть. Вот, то есть он занимался. Есть амбиции стать таким же большим или нет? Не, у меня все, у меня уже никаких амбиций нет на этот счет. Только армрестлинг? Не, сейчас, да, сейчас я занимаюсь армрестлингом, тут у меня есть интерес. Я вешаю и так сейчас там 101-102. Угу. Ну, типа, что мне? Можно подскидывать, можно сушиться, можно что-то еще, но я не хочу этим заниматься. Я не хочу делать пресс, вот эти кубики гейские. Зачем они мне нужны? Сейчас меня общество защиты тех, кто любит кубики, развалит. Да, я не люблю всю эту тему. Слушай, я ем все, что захочу. Вот, типа, у меня нормальный обмен веществ, типа, оно все выходит, все сжигается. Ты 8-часовой вебинар у доски проведи на ногах, да, знаешь, там сколько калорий сжигается. Вообще вот так. Типа, я не соблюдаю никакую особо диету. И все меня устраивает. Я просто тренируюсь, и вот тот, какой я сейчас есть, меня вообще вполне устраивает. А вообще в целом, как думаете, это предрасположенность, желание заниматься спортом, либо внешние факторы влияют на это? Ну, потому что так, знаете, часто говорят, типа, предпринимателем рождаются или предпринимателем становятся. Харизма — это врожденное, либо харизма — это приобретенное. Вот интересно, предрасположенность и вообще в целом желание заниматься спортом любым, по факту, да, то есть силовым, да, либо там другим. Это внешнее, либо это вот просто желание внутреннее, которое человек рождается, и он должен развивать и увлечет его. Наверняка есть такие люди, которые стали спортсменами, и про них можно было бы сказать, что они просто не могли бы не стать спортсменами рано или поздно. Ну, типа, потому что вопрос раньше или позже, да? Они бы просто жили бы, сталкивались бы с чем-то, связанным со спортом, и при любом раскладе пришли бы там к какому-нибудь бы виду спорта. Да, вопрос там какому, да, и какая была бы успешность в том или ином виде спорта, да. Мы этого не знаем. Может, какой-то человек там сначала правильно выбрал спорт, потом там неправильно, да. Вот, а может быть, он талантлив во всех видах спорта. А может быть и так. Но все-таки, в общем, я думаю, что абсолютно нормально это как, знаешь, дисциплина и воспитание. То есть отвели тебя там на секцию, да, ты начал с детства заниматься спортом, ты к этому привык. У тебя уже есть некоторое желание заниматься спортом, потому что слушай, я когда не занимаюсь, у меня вот сейчас был недавно перерыв, 3 месяца, по-моему, не занимался. Mm-hmm. Вот реально там как-то закрутилось, завертелось. Это у меня первый такой был перерыв за последние там 5 лет. Слушай, у меня начало болеть уже все. У меня спина перестала вывозить, у меня стала уже после вебинаров спина побаливать. Уже у меня и самочувствие какое-то, я думаю, что-то не то. И я на первую тренировку, когда пошел, я потренировался, я вышел с нее, думаю, какой кайф. Все процессы закрутились, все вернулось, кислород в мозг вернулся, понимаешь? Следующая тренировка еще лучше стала, полностью восстановился, вообще кайф пошел. Вот, то есть, не знаю, мне прям это важно. А как думаете, другим, насколько это важно, как сильно повлияет на их жизнь, если они ведут свою жизнь в спорт, если сейчас его нет? Я вообще считаю, всем спорт обязательно. Ну, хотя бы хоть что-то. Ну, разок в неделю. Я, причем, еще раз говорю, я не призываю к таким видам спорта, которым я занимаюсь, да, то есть там опять тот же зал спортивный, да, с умом нужно делать, да, без фанатизма, то есть без вреда для здоровья, потому что, по сути, если там какие-то веса тягать, там, да, то потом также будут какие-то проблемы. Армрестлинг вообще травмоопасный спорт, потому что и руки сломаны, и болят постоянно, и фиг его знает, что там потом будет в старости, да, с этими руками. Вот. Кости тоже ломаются, да? Конечно. Ну, если неправильно бороться, и если какая-то предрасположенность, допустим, там хрупкость костей какая-нибудь, да, там, особенно он травмоопасен тем, что тебе может казаться, что вот, ты абсолютно, так сказать, вроде бы вот сейчас борешься, и вот все нормально. Чуть-чуть ты вот так вот плечо сюда завел, когда ты борешься, чуть-чуть, и еще оторвал локоток, капельку, и ты уже, у тебя нагрузка, вот когда у тебя локоть стоит, у тебя куда нагрузка получается? Ну, у тебя вот здесь, да, она как вот эту вот часть двигает, да? Как только ты оторвал, у тебя она ушла сюда. Тебе раз дернули, у тебя улетело все. Сходу. То есть так плечо развернул, это уже травмоопасно. То есть это прям, типа, это не для всех. У меня вот, благо, ни разу ничего, как бы я ни боролся, у меня нет. Но шрамы все равно есть, я думаю, это тоже от армрестлинга. Нет, слушай, подожди, ну тут у меня правая рука, она изувечена вся. Вот это из детства, вот тут 2 это со времен студенчества, разных веселых историй. Вот это тоже оттуда же все. Веселая молодость. Разное бывало. Не, я же говорю, там... Слушайте, студенчество — это такая пора, понимаешь, там нужно пожить. Там нужно почувствовать вообще и дно, и верх, все абсолютно. Все контрасты. То есть я там веселился, я и учился, старался хорошо, но веселиться там нужно обязательно. Ты должен вообще все там пройти. Я постарался наполнить свою студенческую жизнь
вот этими жесткими событиями так, чтобы потом было что вспомнить. Если, в принципе, я начинаю рассказывать, я, бывает, иной раз опять что-то вспоминаю, кому-то рассказываю и думаю, так, вот это уже говорил, новая история, потом раз, еще одна история. А потом в какой-то момент, если я это рассказываю там, ученикам, да, то я такой, оп, а вот эту историю нельзя. А вот эту историю не получится. Как бы ее изменить, чтобы она осталась интересной? Так, это ладно, это не будем. И заканчивается история, которая пропускает цензура. Вот. Короче, переломов и всего остального было много. Ну, разного было. Нет, там... Ну, интересно, что по факту шрамы идут таким моментом напоминания. То есть ты, типа, что-то случилось, и это навсегда с тобой, а ты с памяти уже, не выведешь. Да, пусть будет, что такого-то. Тогда уж, все моменты, что тут значит. Ну, это же курс называется так, на порядок выше. Ну, смотри, во-первых, так называется годовой курс. Я ее как раз в прошлом году, в честь старта годового курса набил. Вот. А во-вторых, песня есть такая. Песню я знаю, просто в рамках того, что для чего, какой смысл за этим лежит. Ну, слушай, во-первых, ты можешь трактовать это как хочешь. Ну, на порядок выше. Что это значит? На порядок выше что? Если ты человек, того, который что было хочет... вчера. Да, того себя, кем ты был вчера, или там месяц назад, или год назад, да. На порядок выше, чем кто-то другой, в хорошем смысле. Потому что кто-то может сказать, ты себя ставишь на порядок выше, чем другие, типа, да, ставишь себя выше, да. Ну, это не в этом смысле, да. Вот, можно так и трактовать, да. Порядок — это значительный отрыв еще. Да. Или, соответственно, пожалуйста, к самой песне. Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь? Есть здесь место. Пусто, а ты, братан, русский, тебе это важно, остальное может быть и так. Возможно. Понимаешь? Поэтому тут каждый, пусть, так сказать, сам вкладывает. Часто ребят спрашивают про нее. Да нет, они уже все знают просто. Там уже все как свои, да, получается? Где, на курсе? Ну, да. Ну, ты слушай, мы общаемся с ребятами, с учениками на курсе постоянно. Я же и выкладываю разные ролики, и вот эти и подкасты выходят. Они подкасты посмотрели, они уже все в курсе. Вот это то, чего они хотели на самом деле. Вот. И у меня же, говорю, свой канал есть, где я тоже что-то снимаю, разные выкладываю. А есть какая-то история, которую они не знают еще? Конечно. Та, которая в голове сейчас родилась, которую цензура позволяет рассказать. Историй, которые они не знают, их вот столько. Но которую цензура позволяет рассказать, которую помните и которую можете сказать. Возможно, что-то с тренером связанное в качалке. Какие-то интересные просто приколы. С тренером в качалке? Ну, в 14 лет вы пришли, и 100% там был какой-то дед, который с интересными историями всегда был, и с ребятами обсуждали какие-то моменты. Нет, там... Такое помню, нет, там хорошие были мужики. Там реально это была суровая такая... Она была не в подвале, но это была суровая... Или она же была в подвале, кстати. Нет, по-моему, она была Чаще всего не в подвал. По-моему, она была на втором этаже все-таки. Нет, я помню, что были окна. По-моему, она была на втором этаже, но это была такая суровая качалка. Клуб Energy назывался. Клуб Energy на площади Ленина. Классная была, мужики были нормальные. То есть я что-то делал неправильно, тренера не было, и они подходили такие, так не делай, толку нет, объясняли почему. То есть прям подсказывали, нормальные такие классные дядьки. А я тогда, в то время, я ходил с сережкой в ухе. У меня была сережка вот здесь, такая пусета. Чтобы ты понимал, для Комсомольска-на-Амуре, а я же с Дальнего Востока, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, это... Такая себе затея ходить с сережкой в ухе. Потому что, так сказать, там не так просто всегда пройти по улице, чтобы к тебе не подошли и не задались еще вопросом. То есть там и так-то, если ты просто идешь, так сказать, могут подойти, да, по вопросу, так сказать, если телефон, лишние деньги или что-нибудь еще. Ну, а если ты еще идешь с сережкой в ухе, да, то как бы вопросов может быть больше. Приглашаешь к диалогу. Да, а мне было, так сказать, без разницы в общем и целом, хотя это я еще не начал ходить в качалку, я ходил в музыкальную школу, все вот это вот. И помню, я был в зале, и ко мне подошел мужик в раздевалке, говорит, а ты что это, что у тебя сережка в ухе? Поясни, типа, мы тут с тобой в зале занимаемся, короче, мужики, типа, надо понимать, короче, вопрос. Ты, типа, из этих, что ли, типа, или ты, это, как самовыражение, типа, музыкант? Я говорю, я гитарист, типа, я вот занимаюсь. А он говорит, ну это, типа, как это у вас там? Сейчас так говорю, потому что он так говорил, но он, типа, слова подбирал такой, это, типа, как, типа, имидж, что ли, типа, фетиш, типа, что, как? Я говорю, да, типа, вот, играю на гитаре я, вот тут музыкальная школа, вот хожу. Он говорит, ладно, давай, это нормально все, давай. Хорошо, ладно. И сколько раз на дню так спрашивали? Не, вот в спортзале один раз мужик спросил. Один раз спросил, поинтересовался, как бы, и все его устроило. Вот, на улице обычно не устраивал. Если он также пришел с этой сережкой. Не. Такой я, типа, гитарист, типа. А как кто? Что там? Фетиш? Да, точно, я вспомнил, он слово фетиш сказал. Как-то пытался аккуратно спросить, нормально. Нет, Спросил нормально. тактично. Да. На улице, говорю, менее этично спрашивали. У меня вопрос про харизму.
потому что харизма проявлена точно, однозначно. Вот. В вашем представлении это врожденное, то, что она есть, или приобретенное? С социумом, там, например, то, что там отец очень смешной всегда шутил, или батя друг отца, например, или еще кто-то там. Ну, по-любому, нет, по-любому что-то изначально есть. А как дальше ты с этим работаешь, ну, я не знаю, откуда это берется. Помогало по жизни что-то, что такой проявленный? Понимаешь, это не ты сам о себе говоришь, а тебе об этом говорят, видимо. Ну, мне об этом говорят. Ну, конечно, помогает. Ну, ты можешь как-то кого-то в чем-то убедить, что-то донести, заинтересовать. Ну, вот. И особенно, если ты просто раз умеешь, там, хоп, там, сидел, там, просто разговаривал, потом раз, там, переключился, такой, оп, и все, и ты как бы пошел, да, диалог у тебя. И, конечно, помогает. Вот все равно я думаю, что часть есть изначально, часть потом появляется в какой-то момент, оно щелкает как-то раз, ты просто, и все. Я не знаю, в какой момент это происходит. И, возможно, кстати, это может быть накопленное, исходя из общения, когда лично репетитором работал, ты преподаешь, у тебя начинает, ты как-то ищешь разные аналогии, ты что-то... Ну, типа, да, большое количество живого общения приводит к тому, что раз ты начинаешь как-то чувствовать это, да, что получается тут, невольно, возможно, начинаешь применять это в общении с другими людьми, и потом это называют харизмой. Или что-то харизма, это еще может быть что-то более глубокое, типа, не знаю. Ну, для меня харизма — это яркое проявление своих эмоций, в котором ты вовлекаешь человека в происходящее. Ты не просто спокойно разговариваешь, это одно. Тут тоже есть своего рода харизма. А когда ты экспрессивно и ярко демонстрируешь свою позицию, это еще иронично, это актуально, смешно, то есть это еще с такой ноткой юмора точно. То есть это может быть не шутка прямая, это просто сказано, вот когда описывали, например, как вам тренер говорит, это что же, типа, это тоже продолжение вашего повествования, как вы себя ведете. Просто интересно было, как вообще это получилось. Там совокупность абсолютно точно, это приобретается, что-то есть изначально, и абсолютно точно это приобретается по совокупности факторов, да, как ты жил, что ты делал. Очень вероятно, что повлияло это то, что я... Студенчество? Именно как раз то, что я там с 7 лет занимался игрой на гитаре. Ну, артистичность какая-то такая или что? Ну, конечно. То есть, но говорят, кстати, если записи посмотреть, что оно и тогда уже было. То есть, там, когда я уже играл, я уже там, даже когда я играл, я там менял лица, так гримасничал, там, как-то это все, то есть, это было уже тогда. То есть, я же там ездил на конкурсы, повыигрывал все подряд, там, и из Комсомольска в Европу поехал, там 2-е место занял на международном конкурсе, это был... В каких городах были? В Европе? Не, в Европе я ездил 2 раза. Я ездил в Сербию и в Румынию. Вот, на эти конкурсы. Это уже там, когда я уже там все повыигрывал, там, в Владивостоке, в Хабаровске, там, везде. Возможно, оттуда это многое берется, потому что там ты как бы, как сказать, там... На конкурсах ты никого не обманешь. Там сидят, это классическая шестиструнная гитара, ты играешь много произведений и современных композиторов авангардных, и классики, то есть там какую-нибудь там Фугетту Баха, там, да, то есть Вивальди, там, да, и ты никого не обманешь. Это взрослый дядька, это ты молодой, ты не до конца понимаешь, ты технически, может быть, уже все умеешь, но ты не до конца понимаешь, что вложить в это, какую эмоцию надо, да, тебе вот сюда закинуть, как это все передать, чтобы они поверили. Ты еще молодой. Мне часто потом говорили, когда мне давали первые места, говорили, что да, технически, может быть, где-то еще нет, программа сложная, но вот по музыкальности это вообще очень и очень круто. Вот. И, то есть, там нужно этому учиться чувствовать. Нужно пытаться, даже если ты не до конца понимаешь, тебе, допустим, кто-то подсказал, да, вот у меня был Григорий Иванович Чернов, учитель, он тебе рассказал, про что вообще-то здесь можно подумать в этом произведении, да? Интересно. Ты ушел с этим, подумал про это. Попробовал поиграть, То есть, понимаешь, ты как будто учишься эмоционально выражать что-то в творчестве через игру на гитаре. Кто-то это выражает, допустим, живопись, кто-то это выражает там, через вокал, как я сейчас потом же я перестал играть, и уже там, во взрослом возрасте, не помню, когда, лет 5 назад я начал заниматься вокалом, и позанимался, и, так сказать, дошел до хороших результатов. Вот. Это как бы сложная работа, представь. Тебе говорят, подумай над этим, попробуй через вот то, что ты умеешь, через свой инструмент, это вот выложить сюда. Угу. Безусловно, это некоторая работа. Правильно? У тебя в голове, не знаю, там в душе, вот
как-то связь, что ли, разума с чувствами, этот контроль. С физическим. Да. И, безусловно, это наверняка повлияло. То есть ты просто можешь контролировать это. То есть ты можешь там сейчас говорить вот так, потом уж вот так, и начать рассказывать. Ты, по сути, позволяешь себе ту эмоциональную окраску, которую хочешь донести здесь и прямо сейчас, реализовать в виде там жестикуляции, мимики, чего-то еще, слов. Я с тобой на эту тему поговорил. По-любому, я думаю, что это повлияло. 100%. 100%. Блин, интересно, как вообще все пронизывает, когда ты занимаешься одной деятельностью, а потом через 10, условно, 15 там, лет это становится частью твоей жизни, и ты такой, о, стоп, а я же вот это, ну, типа, вот это делал в зачатке там или еще Да, когда-то. это Интересно, очень давно. выстроено все. Мы финализируемся. Всем спасибо огромное за просмотр. Безумно буду благодарен комментариям под этим выпуском, в которых вы дадите качественную обратную связь по улучшению подкаста. Какие-то моменты, которые стоит добавить в этот подкаст, чтобы он стал более интересным именно для вас. Потому что я прочитаю и какие-то моменты себе обязательно выпишу. Поэтому спасибо огромное вам за просмотр. Делитесь им, делитесь своим мнением. Всего доброго. Увидимся в следующем подкасте. Спасибо огромное, Максим. Спасибо, Кирилл. Все. Всего доброго. Пока-пока.